Здравствуйте, дамы и господа. Мое почтение. С вами, как всегда, я, Леха. Мой ник уже почти 5 лет. Как Антару Адун, и вы находитесь на канале Hardplay. А сегодня очень необычный стрим для этого канала. Стрим, который, скорее всего, расставит небольшие точки над тем, что нам удалось найти. А найти удалось очень много. При помощи зрителей. Я напомню, мы совсем недавно отсняли рубрику Stay Alone. Рубрика, посвященная заброшкам, мистике. Там нет постанов. Путем того, что я попадаю в те или иные аномальные или просто обычные мистические зоны, я передаю вам свои эмоции. Эмоции максимально реальные, потому что до этого, как вы знаете, я там не бываю. Я думаю, что даже если при большом желании скоро и, наверное, в связи с удаленностью этих заброшек нам и не удастся там побывать. Моментов было много, сразу скажу. Что я испытывал в этом месте? Сразу к делу. Я не испытывал, как в лесу, постоянного состояния ощущения рядом с собой кого-то. Мне не было страшно. Возможно, это в связи с тем, что уже немножечко я поднатаскался. Но в одном моменте, точнее в двух, мне стало настолько не по себе, насколько это возможно. Все, кто смотрел ролик Stay Alone, третью часть, вы об этом знаете. Далее, на монтаже, первый раз, когда мы столкнулись с чем-то непонятным, это монтаж. Вместе с товарищем мы делали цветокор, там всякую там ерунду занимались. Такие, рутинная работа. Мы заметили, настолько резко втроем в Дискорде произнесли, типа, стой, что это? Что-то типа такого. И ответа до сих пор нет. Мы высветляли картинку, мы пытались как-то найти объяснений, потому что, повторюсь, я не верю всему тому, что вижу. Начиная от бликов, кончая техникой, кончая всем чем угодно, может, я буду оправдываться до последнего, что никого и ничего не существует. И я стал зависим. Вы знаете, на третий выпуск мы вот сейчас опять в субботу поедем в довольно такое, не очень хорошее место. Это будет стрим, кстати, в эту субботу на канале Hardplay в 22:00. Не пропустите. Нам не помешает ни дождь, ни снег, ни слякоть. Я не знаю, что бы ни случилось, нам ничего не помешает. Мы полностью подготовлены. Место я вам пока что заранее, естественно, говорить не буду. Ощущение страха. Что для вас страх? Чего вы боитесь? Я вас не вижу. Мальчик вы или девочка ли? Дядя ли вы, тетя? Может быть, и еще старше? Признайтесь честно, чего вы боитесь? Это может быть все, что угодно, начиная от элементарных фобий. Страх высоты, страх темноты, до чего-то вообще необъяснимого. Вы знаете, я боюсь, после того, что я уже прошел, именно вот под такую музыку, да, я боюсь, наверное, только одного. Я боюсь столкнуться лицом к лицу с чем-то необъяснимым. С чем-то настолько страшным, насколько, в принципе, это возможно. Как мы уже видели, или сегодня, точнее, увидим, у всего этого есть разные совершенно материи, которые создаются в нашей голове. Сразу скажу, что вы скинули огромное количество звуков, которые два из них меня просто повергли в шок. Это без комментариев. Как сегодня будет состоять стрим? Прямо сейчас я захожу и общаюсь с человеком, кто монтировал этот ролик.
Монтировал он в плане звуковых эффектов никаких добавлено не было. Как я и говорил, все, что вы видели, отрезок, где я ходил по заброшке, нету монтажа вообще. То есть нет там каких-то склеек, там наигранных шумов. Это все будет видно, так как оригинал звуковой дорожки мы сейчас также увидим. Мы увидим звуковую дорожку и видеодорожку. На этой видеодорожке я увидел, как можно вытягивать аудиодорожки, то есть звуковой дорожки. Я нашел, как можно вытягивать звуки. Это не новость, это элементарные вещи. Я думаю, звукачи все это знают. И сегодня по некоторым вещам мы подтянем звуки. Также я попытаюсь все это объяснить. Честно, для чего? Наверное, просто для того, чтобы мне в дальнейшем не было так страшно. Ну что ж, я захожу в Discord и созваниваюсь с человеком, кто сейчас будет подробно разбирать все ваши комментарии. Комментарии эти с тайм-кодами, которые вы писали в описании к ролику. Спасибо, кстати, всем тем, у вас уже формируется такая группа ребят, которые ищут эти тайм-коды, очень подробно разбирают видео. Приступим. Приступим. И это будет весело. Ну что ж, давайте я позвоню человеку. Еще раз говорю, это человек, кто монтирует видео. Алло. Алло, привет. И А, тебе. Привет, бро. Представляться не буду, ты уж представься там. Немножко. Я просто занимаюсь здесь на канале монтажом. Особого представления какого-то, я думаю, не нужно. Слушай, я тебе звоню, чтобы немного разобраться в том моменте, в котором мы ночью, да, там под утро уже увидели. И поразбираться в тех моментах, которые ребята поскидывали в комментарии к ролику, который мы делали вместе. Если честно, я вообще не хочу этого делать, потому что мне кажется, что как ни крути, вот тот момент, который мы нашли нашей командой, его вообще не объяснить. Я хер его знает, как мы сейчас объяснять будем. И как раз именно, тем более, он в том самом месте. Ладно, давайте без спойлера. Переходим к разбору. Ну, давайте. Так. Я, наверное, открою... Да, твою звуковую дорожку я открою видеоряд, который... видеоряд с тебя, да, наверное? А вот комментарии мы откроем под видеороликом. И самые популярные мы посмотрим, конечно же. Блин, ролик уже набрал 200 тысяч просмотров за 3 дня. Просто спасибо вам, друзья. Спасибо за такую поддержку. И, блин, это очень круто. Спасибо. Правда, я просто обязан вам это сказать. Не устану повторять. Спасибо. Так. Ну что ж. Давайте открою рабочий стол. Предлагаю тогда посмотреть пока что без последнего момента те вещи, которые, наверное, нашли мы. Или с других вещей начнем. Ты знаешь что? Давай мы еще одного человека, наверное, сейчас сюда добавим. Потому что очень много люди кидали Артему еще. Всяких звуковых этих всяких приблуд. Очень много там нашли всего. Ну, попытаемся разобраться с тобой и в определенных тайм-кодах просто вытянем эти звуки. Хотя, ты знаешь, наверное, все то же самое дублируется в комментарии, поэтому давай так и оставим. По комментам посмотрим. У меня, в принципе, все готово. Мне только нужны тайм-коды и примерное описание моментов. Изначально я предлагаю, что по комментариям пройтись, а потом уже, наверное, да, на самые сочные мы оставим то, что мы нашли. Страх постучаться у тебя... Найс, страх. Спасибо. Спасибо. Итак, давайте в комментарии сначала залезем. Так, в комментарии полезли.
Свой стрим я остановлю. Ну что ж, тайм-коды. Тайм-коды будем смотреть прямо в прямом эфире. С птицей мнения разделились. Я не считаю даже нужным смотреть этот момент, потому что мнение, как это птица, это летучая мышь, неважно что, но я уверен... Тём, зайди, пожалуйста, в Discord, в конфу. Мнения разделились, то есть мнения разошлись, неважно кто, но это животное, то есть какое-то пернатое, так скажем, создание, да? Так, странно, кстати, что я Тему не могу добавить. Сейчас, ну-ка, подожди-ка. Сейчас мы решим этот вопрос. Я думаю, он нам будет говорить тайм-коды. Вижу. Опа. Вот. Сейчас мы... Здравствуйте. Да, Артем, привет. Еще раз открывай, Слав, этот. Сейчас, секунду. Ой, ну что, поехали. Сайт со звуками. Вот этот? О каком сайте ты говоришь? Вот это? Это Epidemic Sound, дядь. Это музыка. Это так не работает, родной. Это обычная музыка, дядь. Причем музыка, которая дается партнерам без авторских прав. То есть я ее могу слушать на ютубе, мне не прилетит всякие приблуды с авторскими правами. Так что надо разбираться, прежде чем что-то говорить. Ты нехило похудел. Стараюсь, но это я еще начал. Я еще начал. Так, давайте начнем. Артем, кидай тайм-коды. Я несколько их, в принципе, и так знаю, но хотел бы начать с чего-то более лайтового. Наверное, 1948. Для меня самый интересный тайм-код сейчас, на данный момент. Открывай. Да, сейчас, одну секунду. 1948 от ролика. Я сразу хочу показать, как выглядит у нас сегодняшний стрим. Это MP4 дорожка, оригинал. Это, соответственно, видео, то есть MP4. Вы поняли. То есть здесь никакого монтажа, склеек. Кто шарит, тот понимает. Так что как-то так. В лес сходил и похудел. Я думаю, еще не один раз сходим. Так. Человек нам, значит, из комментариев. Некий 1948. Это Night Fisher. Пишет: кусты дядя, опять глаза. 1948. Давай попытаемся найти. Я, в принципе, наверное, понимаю, что это за момент. Давай покадрово сейчас. Да, 1948. посмотрим. Давай мы, знаешь, что сделаем? Ты можешь еще приблизить? Да, конечно. Угу. Я просто не знаю примерно с какой стороны, поэтому... Ну, давай делаю посмотрим так, просто пока без остановки и попытаемся посмотреть. Потому что за этот момент многие довольно писали. Угу. И что именно здесь? Звука я не вижу, кстати. Я Точнее, звук не слышу. убавил. Сейчас, секунду. Прибавь. Я понял, что он вот он, да-да-да. Сейчас. Вот я иду, перехожу из одного места в другое. Самое сочное, да-да, на финал оставим. Там два момента вообще есть, просто забейте. Я тебе его, по-моему, скидывал уже. Да. Но сегодня надо разобрать, сегодня прям мы его посмотрим. А где именно момент, потому что уже... 1948 да. Это, если я не ошибаюсь, этот, как его? 1948, вот он тайм-код. Смотри, мы сейчас как сделаем. Давай я открою просто видеоролик сам. 1948 это с переходом место. Вот оно. Звук я пока что убираю. Я просто пока сделаю, чтобы покрупнее было. Все люди начали писать за глаза. Ребят, сразу развею миф. Вот здесь вот на какое-то время вы увидите сейчас... Ну, что-то типа двух точек. Мотыль, по-моему. Да, двух точек, которые многие говорят, что это типа глаза в темноте. Сейчас я вам покажу эти моменты. Так, 1945, 1946, 1947. И, собственно, звук пока офни. Сейчас я вам покажу этот момент. Здесь вот одним кадром, по идее, должны добавиться... Там что-то типа, короче, глаз.
В общем, давайте я вам так скажу, что, ребят, любые вот эти глаза на земле в лесу очень часто валяются всякие бутылки, осколки, так как это заброшка. И я уже сталкивался с этой темой, что, знаешь, такое как ощущение, как будто два глаза на тебя смотрят. Но когда ты проводишь фонарем, реально кажется, как будто два глаза. То есть, ну, вот реально. Поэтому как-то так. Давайте еще раз я вам сейчас покажу. Ставлю на замедленную съемку. Замутьтесь пока, ребят. Сейчас. Есть вот такие вот эффекты. То есть просто на будущее, чтобы каждый из вас разбирался. Вот здесь вот, видите? Это вообще мотылек. То есть, знаете, такой как мотылек летит. И если быстро фонарем провести, тоже будет казаться, как будто, знаешь, там кто-то смотрит или еще что-то. Вот эти две точки, это может быть пыль. Так как фонарь очень, как он стратегически, по-моему, правильно называется. Короче, он бьет четким лучом. То есть ровным четким лучом бьет в одну точку, соответственно, как сказать, любая пыль, которая в него попадает, кажется, что там, вау, боже мой. Так, если я не ошибаюсь, где-то в правом нижнем углу, да? Если честно, я даже этот момент найти не могу. 19:48, вы видите, где это? Вы говорите, да, ребят, где? По звукам мы сейчас отдельно пройдем. Я, допустим, даже найти не могу. нашел. Зайди на стрим, посмотри, я не знаю, на это или нет. Вот две точки. Угу. Где именно? А вот, прям по центру. Бро, вот ну они. это две этих. Ну, это вот тот Да. тайм-код. Да-да-да, ребят, в центре, вот я вам только что на это показывал, в центре это не глаза, это, ну как сказать, пыль может быть, все что угодно, вот. Вот, видите? Это вот что-то типа вот такого. Смотрите, 47. Это пыль, ребят, то есть это, нет, это не что-то там, что-то такое вау. Вот эти вот точки. Видите, они двигаются, ребят. Они двигаются, они летят. То есть это нет. Поэтому полностью мы развеяли. Это мотылек и просто две каких-то, может быть, пылинки или еще чего-то. Я предлагаю перейти уже к чему-то более интересному. Просто реально мне не терпится разобрать это. Момент, который вы совсем недавно кинули, Артем, скажи тайм-код его. Вот здесь сейчас будет, да. Вот здесь сейчас будет «Мама, не горюй». По звукам мы отдельно пройдемся. Тоже есть два места, в которых просто я не знаю даже, что сказать. Скажи, Слушай, пожалуйста, тайм-код, который мы не увидели. Это нам кинули подписчики тоже. Я пока тем временем посмотрю 1.07.35. Что за хрень в проходе? Очень популярный комментарий, который набрал 128 лайков. Я тоже лайкну это место. Давайте сразу же и откроем. 1.07.35. Вот здесь очень внимательно. Как вы знаете, ребят, это было самое кончелыжное место. Здесь будут, естественно, сейчас всем казаться что угодно. Давайте очень внимательно. Отлеснул на 1.07.30. Поехали. 31. Если что, я просто дублирую. 32. Очень внимательно смотрим. 33. 34. И вот, собственно, 35. Очень многие говорили... То есть, когда мне написали этот комментарий, я, знаешь, такой думаю... Что в проходе увидели? Ну, обычный блик от стекла. То есть, я фонарем свечу. Естественно, стекло подсвечивается. А вы больше никто ничего не заметил? А? Никто больше ничего не заметил? Давайте я еще раз вам покажу. Прям в замедленном. А вот я заметил, да, молодцы. Еще раз показываю. Никто ничего не увидел? И вот этот момент мы сейчас будем очень подробно разбирать, приближать и высветлять. Увидели, да? Показываю для тех, кто не понял, про что я говорю. Смотрим теперь все вот сюда. Вот сюда, вот в это место.
Я еще раз отматываю. Это прям бьет по глазам. Вот видите, опять типа 2 точки, ребят. Но это блик от стекла. Я знаю, что там стекла. То есть вот это типа, знаешь, кажется, как бы на стоп-кадре 2 глаза. Нет, это мы уже разобрали, это нет. А вот теперь смотрите справа. Очень внимательно смотрите. Вот это вообще не объяснить. Оп. Здесь четко видно, что кто-то вышел. Знаешь, такое ощущение, что кто-то выглянул и назад сразу ушел. Именно в этом месте, кто смотрел ролик, тот знает, я словил такой вот... Просто там, знаешь, там как концентрация какого-то дерьма. Ребят, замутьте микрофоны пока, пожалуйста. Там, знаешь, концентрация какого-то... Ну, ты на такой панике себя чувствуешь. Не потому, что там стены краской заляпанные там или еще чем-то. А просто это место, во-первых, шаги мы сейчас послушаем. Потому что я настолько жестко дернулся, вы понимаете, это так сильно невозможно, то есть невозможно там так обыграть, так скажем, этот момент, потому что реально, ну, просто испугался, потому что я четко слышу следы и никого нет. И вот смотрите, я пытался этот момент разобрать, мы сейчас будем приближать на видеоролике. Вот этот вот момент я тоже пытался, да, первое что мы видим, давайте будем скептиками, что это может быть? У нас из отражающих поверхностей здесь есть стекла, мы не берем. Эту комнату не берем, так как это стена. То есть здесь может быть только плитка. Плитка обычная, ну вы поняли. Плитка, да? То есть вот она по всем стенам идет. Естественно, от фонаря вы понимаете, что могут быть какие-то блики. Но, а вот теперь внимательно. Почему это не подходит под логическое объяснение? Вы обратите внимание, куда фонарь сейчас светит. И как правильно видно блик. Смотрите, смотрите. Никого ни в чем не убеждаю, просто высказываю мнение. Смотрите, когда появляется вот здесь херня. Ну и о каком мы блике, ребят, говорим? Вы понимаете, в чем дело? Я не свечу на поверхность, то есть если бы я светил на тыльную сторону вот этой темы, он бы мог создать блик. Но что вот здесь создает вот такую тему? На тему дымки, так как это было без чего-то 3 ночи, в принципе, имеет место быть. Но так как помещение закрыто, вот это вопрос. Это реально вопрос. Мы сейчас попытаемся этот момент приблизить. Ребят, слышите меня? Да-да. Давайте Ну, да, разберем, максимально попытаемся это высветлить и приблизить. 1.07.34. Так, у меня этот момент уже открыт. Угу. Давай постараемся просто как-то его... Так, Что вот. это может быть? На что Вот это это похоже? правильно? Да, да. Мгм. Я реально не пойму, на что это больше похоже. Выдергивай кадр. Сейчас я Давайте сначала попробуем. от шумов почищу и будем Мгм. высветлять. Давай. Я теперь смотрел тот момент, Лех. Просто пока помолчи. Я пока ничего ребятам не говорю. Сейчас те, кто на стриме остались, сейчас весь скептицизм пропадет. Здесь я хоть как-то, ребят, могу бликом сказать. Посмотрите, как работают блики. То есть, что такое блик? То есть, как это работает, ребят? То есть, что такое блики? Второе кольцо фонаря, оно идет ближе. То есть, фонарь не настолько широко идет. Вот сейчас смотрите этот момент. Мое мнение, что здесь ничего нет. Это блик. Мое личное мнение. Вот просто вот. Это блик от плитки. Вот я высветлил, там эта плитка Это находится. плитка, ребят. Вот вы видите, как... Вы видите? Стоп. Стоп, стоп, стоп. Назад чуть-чуть. Мгм. А теперь смотрите, ребята. Сами себя, да, опровергаем. Смотрите. В темноте мы не видели, что кусок плитки это. То есть, когда темно... Садяныч, здравствуй, мой хороший. Добро пожаловать. В темноте, смотрите, вот кадр. Это как разрушители мифов, да? И вот кадр. В полной темноте ты думаешь, о,
Что-то выпирает. Наверное, призрак. Хер. Смотрите. Вот вам, ребят, разрушение этого мифа. Это просто кусок плитки, обломанный. Высветли, пожалуйста, еще раз этот момент. Прям как можно светлее сделай. Сейчас, секунду. Сейчас попробую, одну секунду. Это просто, ребят, кусок плитки, обломанный. Вот, теперь видно отлично. Да. Вот она, ребят. И как результат плитка бликует. Поэтому на этом моменте... На этом моменте, извините, но все, кто писал за 1.0734, вы ошибаетесь. Это блик. Сейчас, пока что смотрим видеоряд. В конце перейдем к аудиоряду, который, я отвечаю, вас в шок повергнет. Просто повергнет в шок. Продвигаемся дальше. Артем, тайм-код той херни. Секунду. Давай. Час 10. Ну, можно прям час 10. Час 10, Час 10, 10... Да. 10-10. Час... Да, 10-10, давай. Угу. Угу. Час 10-10. Значит, кто не знает, у меня, ребят, началась паника. То есть я начал дергаться, да, когда из этого помещения выбегал. Потому что, ну, какая-то херня необъяснимая творилась. Я говорю, самые сочные мы наконец оставим. Началась паника, и так вышло, что, ну, мне показалось, да, что в окне есть силуэт, я сделал выстрел. Выстрел я заблюрил, момент этот мы внимания никто не обратил. Но то, что было после блюра... Давайте просто посмотрим. Просто давайте. Это до. Это Час? до блюра. А, это до, да. Блин, стоп. Прям там миллисекунды прям видно. Да. Какой точная секунда? Час 10? Угу. То есть вот я вижу, ребят... Час 10, 14 или 15. На 0.25 прям сразу ставь. То есть, как вы видите, здесь просто кто-то, какой-то дебил, сталкер, я не знаю, так хотел пошутить, может быть, страйкболисты, нарисовали рожу. Ну, то есть, просто баллончиком нарисовали 2 глаза и башку, да? Это всем видно. Да? Никто ничего не заметил? Вот и я также, ребят, ничего не заметил. Никто ничего не увидел? Нет, как это выглядело в реале, могу показать. Минус бомж. Нет, ребят, там не было никого бомжа. Было это вот так. Вот молодцы, заметили. Молодцы. А вот я не заметил. Прикиньте, вот молодцы. И сейчас мы этот момент приблизим, вы охереете. Вот здесь вообще невозможно это объяснить. Это один из тех моментов, смотрите. И я, знаешь, такой, когда смотрел видео, ну ладно, что там, ну бывает. Твою мать, блядь. Да? Прикольно, да? А вот теперь смотрите этот момент в замедленной съемке. Я повторюсь, никакого монтажа, ничего здесь, ребят, нет. Ну, поехали. Давай, Славон, открывай. Так, скажешь мне сейчас точный кадр, потому что... Ты знаешь что, давай мы проще сделаем, подожди. Дропни, пожалуйста... Тёма, ты можешь эту гифку мне дропнуть? А она уже у тебя. А где именно? В ВК? Я вам сейчас приближенную гифку покажу. ВКонтакте? Да? Сейчас, секунду. Сейчас вы увидите. Сейчас. Вот, Славян, вот здесь. Это уже все. Это после, да, уже? Да. Так. Вот Ещё оно. назад? Вот оно. Так, ребят, замутьте микрофоны. А теперь смотрите тот же самый момент. Смотрите. Вот вы сейчас реально охереете. Ребят, тот же самый момент абсолютно. Те, кто не понял и не увидел. Я не могу это объяснить. Смотрите. Внимательно смотрим.
Сейчас мы этот момент еще раз разберем, приблизим. Это, если что, ВК качество. Смотрите. И это, мать его, точно не блик. Потому что это движется, когда я стою. Вы понимаете? То есть что-то за мной очень четко все время, пока я двигался по заброшке, смотрела, наблюдала, но не выходила. Вы вообще себе представляете? Да. Осознаете? И это точно не блик. Мы светим прям в лоб, там блику деться неоткуда. И я это не увидел. Я это увидел только вот когда ребята скинули. Честно говорю, я бахал именно по нарисованному на стеклу. Видите? А не то, что там было. Я сейчас еще раз остановлю момент. Приближенный. Ну, я типа хер его знает. Я, ребят, не знаю. Такое ощущение, что, ну, кто-то выглядывает из-за стекла, и это не блик. Но не блик, потому что я стою на месте. И не вожу фонарем туда-сюда. Ну, это да. Кот, ребят, котов там точно никаких нет, уж поверьте. Тем более, если бы я шел, то очканули бы и убежали вообще 100%. Сразу же. Поэтому вот этот момент, если честно, он 50 на 50, но не знаю. Я себя просто загонять не хочу, потому что нам еще в это место, если вы протопите, идти. Поэтому как-то так. Теперь давайте перейдем к самому сочному. Да? Это мы еще до звуков не добрались. Вы сейчас охереете. Половина звуков я даже сам еще не слышал. Где этот был момент-то, ребят? Какой, который мы первый сам увидели? Да. А вот сейчас вы увидите то, чего я сказал. Ну его нахер, просто эти заброшки. Я тут носился в 6 утра под студией. Сейчас я вам... Короче, вот этот момент я не знаю. Ну, плоховато видно, да? Вот так скажем. Сейчас я вам скажу тайм-код. Я даже на видосе на оригинале найду сейчас. Сейчас я ищу. Сейчас, блядь. Я вас очень, ребят, прошу, кто впечатлительный, типа, и, ну, без шуток говорю, лучше не надо. Я честно вам говорю. Готовы? Вот этот момент, я нашел его. Если что, это видос с Ютуба, оригинал. Че смеешься, сышь, да. Честно говорю, да. Этот момент, это просто жопа. Говорю я, как человек, который там был, и рассказываю вам свои эмоции. Здесь, в этом моменте, давайте вот так начну, да, отсюда. Я захожу в комнату, из которой я четко слышу, что, понимаешь, вот я чувствую, что там кто-то есть. И плюс 2 шага. Я думаю, ну, я был уверен, что это может быть какие-нибудь бомжи, может, какие-нибудь алкаши, но... Думаю, давай лучше, ну, как удостоверить, чтобы и мне спокойнее было. И ты знаешь, честно, я был рад бы кого-то встретить. Потому что, ну, просто я бы смог все, что там происходит, оправдать. А теперь смотрите. Готовы? Сначала показываю самый криповый момент. Это только без... Это мы еще не добрались, повторюсь, до звуков. Готовы? Этот момент я вообще никак объяснить не могу. Пиздеж, высосанный из пальца на другалечек лови. Показываю момент на обычной скорости. Поехали. Просто показываю, ничего не делаю. Внимательно смотрим. Еще раз покажу. Еще раз говорю, у меня нет задачи вас в чем-то убедить. Я сам сижу и разбираюсь. Ну чё, что там по бликам?
Готовы? Дальше. Я повторюсь, это оригинал видео. Я сейчас открою оригинал, прям вам покажу. Дверь. Там двери нет. Готовы? Дальше поехали. Еще раз. Мне тут чуваки пишут, а ты на окошечко, друг, смотрел? Что-то мне... Подождите-ка. Хер с ним с этим, погоди. Нет, 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 это показалось. Здесь нет. Короче... Короче... Как бы... У меня встал вопрос. Спасибо за 10 евро, брат. Спасибо. У меня встал вопрос. Валентин, спасибо огромное. Может быть, может. Я думал на эту тему. Может такое быть. Игра теней. Да? Да? Даже самым лютым скептикам скажу. Игра теней, да? Да? Сейчас мы кое-что сделаем, и вы будете очень удивлены. Шо по игре теней? Оп, и никого. Еще раз. Никого. Вы понимаете вообще, что это вообще это... Вообще, вы вообще, вот как бы и все. А теперь смотрите прикол. Мы также носились по студии. О боже мой. Я говорю, блики. 100%, да? Никого. Ну просто, ну блик. Ну блик, ну бывает. Ну вот бывает такое, да? Вот, ну вот так вот от плиток отразился свет. Нарисованный. Я тебе сейчас видеоряд покажу. Да? Смотри, блик. Согласен? Блик. Никого ничего не смущает? Не-не-не, окей, блик. Хорошо, я сейчас с вами в одной лодке. Блик, согласись? Ты согласишься со мной, что блик может быть только в высветленной зоне? Согласен? Если это не материальное что-то, то, ну, игра теней просто вот так вот как бы поставила образ, да? Да? Ты согласен, что вот здесь вот ничего быть не может, потому что здесь просто, ну, чернота? Да? А вот теперь смотрите, блядь. Давай, дядь. Если что, показываю. Вот. Ребят. Вот она вся дорожка. Нету каких-то наложений, еще чего-то. Вот это вообще оригинал сейчас у монтажера. А теперь, Слав, давай. Вот этот момент. Да. То есть там, если присмотреться, можно заметить движение руки. Ну, этого силуэта, потому что две руки есть. И можно это заметить. Я сейчас попробую это еще высветлить немного. Высветли просто картинку, они сейчас охереют. Вот я так же сидел и просто охеревал. А ее еще дальше, кстати, видно. На оригинале так незаметно. После высветления. Будто она уходит влево. Чувак в чате просто пока. Никто самого главного не замечает. Улыбается, ребята, потому что у меня истерика, ёпта, мне еще идти в это место. Вы вот это вот не замечаете? Вот это вот никто не замечает?
Вы мне объясните, если это блик, как тогда в темноте? Вот здесь вот кромешная темнота, я вам только что показал это на обычном вот видео. Вот она, полная чернота. Здесь темно, здесь ничем, никаким ни фонарем, ничем не подсвечивается. И вот теперь у нас стал самый главный вопрос. Вот это тогда что такое? Откуда руки появились? Валентин, ну я с тобой согласен. Ты можешь очертания высветлить этого места? Сейчас попробую, но не факт, конечно, что получится. Мгм. Потому что картинка очень мыльная из-за того, что в темноте снималась. Бро, я не представляю, как мы еще раз туда пойдем. Я, ну... Скорее всего, прям очертания не получится полностью выделить, но я думаю, здесь и так это Ну хорошо ты просто видно. представляешь, вот. Просто полный силуэт. С рукой. Она двигается рука, понимаешь? Как? Что за херня вообще? Короче, я не знаю, что это. И вот на этом месте мы все залипли. Потому что, ребят, именно в этом моменте я и, ну, повел фонарем, потому что я говорю, я чувствовал то, что кто-то на меня смотрит. Хотите верьте, хотите нет, никого ни в чем не убеждаю. Еще раз говорю, я скептик. Я не склоняюсь к тому, что я верю, что может быть что-то где-то есть, но чтоб вот... Я правда, я не знаю, ребят, как это объяснить. Меня знаете, что больше всего пугает? То, что руку ко мне тянет. Вот это меня, блядь, очень пугает. И это очень отчетливо видно. Здесь даже придумывать не надо, фантазировать. Тут вот прям, как в фильмах ужасов, блядь. И на этом вот моменте я не знаю, что сказать. Типа... Я правда не знаю, что сказать. Я могу сослаться только на какой-нибудь мираж этого места, что может быть действительно, так как это детский лагерь, может быть, я не знаю, что-то когда-то случилось, может быть какой-то дух, но... Бля, я вот здесь вот я уже точно не верю в блики и во все остальное. Это невозможно просто объяснить. Тем более, когда, ну, я сам лично находился в этом месте. И уж поверьте, я бы сейчас здесь нагонять ничего не стал. Я, наоборот, хочу все это развеять и сказать, что нет, ничего не существует, потому что мне просто потом будет не так сыкотно ходить. И чем больше я вот таких моментов нахожу, тем, ну, просто страшнее становится. Я не знаю, как вообще это объяснить. Спасибо без имени. Спасибо, ребят. Короче, как-то так. Этот момент до сих пор, да, у нас под вопросом. Это единственный, наверное, момент, который мы не можем объяснить. Люди пишут. Пусть уменьшит зум. Уменьши зум, пожалуйста. Пожалуйста. Как теперь спать с этим? Я хз. Ну что скажете, ребят? Я вам там еще один видосик скину. Вот. Короче, просто пока поразмышляйте. Напишите в комментариях к этому стриму. Я его, наверное, скорее всего оставлю. Ребят, я правда, я не знаю, что сказать. Этот момент, он слишком броский. Его заметили абсолютно все. Вы понимаете, даже вот как я это видел. Вот как я видел на монтаже, да? То есть, ну, когда мы этот ролик просматривали весь, пожалуйста. То есть, ну здесь невозможно это не увидеть. Просто, ну вы представляете? Мы охерели все, мы просто вот так вот, что? Все, сразу, все одновременно. Тёмыч еще со мной, он был тоже, Лопартыч. Я говорю, что, блядь? Понимаешь? Я бы мог подумать, ну, на что угодно, но здесь я не знаю, что сказать. Чуваки говорят, на 1.07.35 такое же стоит. 1.07.35 мы смотрели. Нет, не смотрели.
Это получается дальше. 1.07, 35. Это 33. Вы понимаете, как здесь идет? Вы поняли, как вообще последовательность? То есть сначала я увидел вот эту херню, а потом мы уже увидели вот это, дымку. И то есть получается, если верить в призраков, да, в привидений, то последовательность-то выравнивается очень правильно. То есть сначала на нас, да, этот дух вышел. Я его не заметил, я сразу говорю. Я этого ничего не видел. То есть это можно увидеть, я так понимаю, только на камеру. Может быть, пока ты... Потом вот отсюда, видите, выглянул. Потом уже момент с выстрелом, когда мы уходили из здания, нас тоже провожали взглядом. Я повторюсь, я не хочу в это верить, потому что если сейчас в это начать верить, у меня просто, ну, желание ходить по заброшкам, оно улетучится просто нахер. Поэтому, ребят, говорю как есть. Извините, но говорю как есть. Ховринская заброшенная больница, ребят, на Ховрина нету больницы. Рофл, здравствуй, дружище, здравствуй. Дарева. Ее нет, ее снесли. Я бы туда сходил, поверь мне. Так, дальше продолжаем. Артем. Так. Давайте, удивите. Я тебе скинул. Кстати, это новинка, мне даже интересно, что это. Куда смотреть? А там видишь с правой стороны? Написано 17:14. Подожди-ка, дядь. Вот это уже вот... Ну, типа, я бы поверил, если бы это один раз. А почему моргает? Кто не знает, ребят, мы сейчас пойдем в то место. Не говорю, что за место. Давайте я вам пока расскажу. Мы сейчас в субботу, еще раз говорю, поедем и в прямом эфире. Побываем на таком месте, где, ну, как говорят, типа, души умерших есть. И очень часто можно встретить такие, как кругляшки, ярко выраженные, светлые, типа говорят, что это души умерших. Повторюсь, особо в это не верю, но вы знаете, просто я вот на вот это сейчас смотрю. Почему моргает? Там нет ничего. Деревня сзади нас. Там лес глухой. Окей, мотылек. Я зашлюсь, ну и вас нахер на мотылька. Хорошо, хорошо. Так, Артем, еще что есть? Да пока вроде нет. Слушай, а 22:45 оно двигается? Или стоит на месте? С ума сошли совсем, что ли? Что-то я сейчас охренел. Подождите. О, я тоже что увидел. Темный облик видел? В окне? Нет, 22:45. Ну. Ты проводишь, получается, с правой стороны в левую. Я с левой стороны в правую провожу. Подожди, а как ты, я смотрю, у тебя... А, я 21:45 смотрю. Что? Что за 21:45? Ну-ка, где? Подожди. Мы куда вообще ходили-то, дружочек? Лех, даст бог, если это так и есть. Где ты увидел? Сейчас. Сейчас, секунду. Да нет, 21:45 я не вижу ничего. Час 07:36 мы смотрели. Карт в коридоре стоит, когда разворачиваешься вправо, в проходе спереди левее чел прячется за стенку. 37:54.
Давайте попробуем найти. Спасибо, ребят. Спасибо. 37-54. В коридоре стоит, когда разворачиваешься вправо, в проходе левее чел прячется за стенку. 37-51, 37-52. Пятьдесят три? Не вижу. Леш, мое личное мнение, но кто-то тебя отпугивает или дает понять, что не стоит, типа, этим заниматься дальше. Доктор Хаус, я тебе так скажу. Я вот не хотел больше, наверное, больше всего увидеть подобный донат. Я, как ты видишь, пытаюсь, ну, как-то себя развеять, повеселиться, да, там сказать, что да нет, ничего нет. А вот зрители тоже это замечают. То, что... Не замечаете ли вы слишком часто? То, что нам на съемках попадается какая-то херня с фонариками. То со свечками, то еще с чем-то, то еще, блядь, с чем-то. Вот что меня, понимаете, напрягает. Даст бог, если, ну, я ошибаюсь, и это не так. Даст бог, если это так. Продолжаем. Тём, ты что-то нашел еще? Сейчас, да, я тебе прям видос сниму. Давай. Зря ты это шоу начал. Ребят, я говорил в этом видеоролике, в 3-м выпуске, вот который вот этот, конкретно вот этот выпуск, что я ни о чем не жалею. Мне правда нравится то, чем я занимаюсь. Вы не представляете, как я, пока сейчас ребята там делают, мне сложно это объяснить, я получаю удовольствие от чего-то неизведанного. Вы понимаете, мы всю жизнь чего-то кто-то боится. И поверьте, я нашел апогей вот этого страха. Понимаете, невозможно предсказать. На самом деле затея, я признаю, крайне глупая, ходить по заброшкам. Тупее ее, наверное, ничего быть не может. Почему? Потому что, во-первых, я реально иду один. Может случиться все, что угодно. Может рухнуть перекрытие. Можно напороться на какой-то штырь, гвоздь по лесу. Если я побегу, не дай бог испугаюсь, ветка может просто в меня войти. Я не хочу на эту тему говорить. Ну, просто, чтобы не заморачиваться. Но это очень страшно. Поверьте мне на слово. Но мне нравится. Мне нравится это. Мне нравится вам показывать настоящие живые эмоции, которые... Вот... Как это сказать? Которые я испытываю. Понимаете? Которые, как сказать, вот... Что-то ты поздно хайпонул на всякий... О боже, блядь. Ты в слове хуй 3 ошибки сделаешь, дружище. Иди, ёпта, учи уроки. 42-20... 43-20, 43-25. Давайте посмотрим. 43-20, 43-25, 43-20. Этот момент выкидали, и он даже в комментах есть. Нет, ребят, если вы за вот эту тему, то, что пролетает это... Ну, типа мотылька, короче, там здоровые такие мотыльки летали. Нет. Нет, ребят, это нет. Это 100% мотылек, там прям такие здоровые в лесу мотыльки. Ну, их прям видно. Некоторые вещи опасны, в следующий раз быть очень осторожен. То, что ты видел, не блик и не мираж. А так, как ты это увидел, возможно, что в следующий раз заход может не так повести. Я не нагоняю, но просто. Я бы на эту тему на самом деле порассуждал, но боюсь, на стриме это не будет многим людям интересно. Я могу высказать свои
Спасибо за спонсорку, кстати. Спасибо за поддержку. Я тебя отправил, Лёх. Ага. Я могу, ребят, порассуждать и могу высказать вам свои идеи на эту тему, но, наверное, вам будет неинтересно. Поэтому я это оставлю, пожалуй, при себе. На что здесь смотреть? А я тебе прям смотрели, я же тебе скинул прям. Я там останавливаю прям кадр. Я ничего не вижу, дядь. Но черное не видишь? Я прям остановился в конце на нем. Да не, мужик, это тень обычная. Ну, не знаю. Ты просто светишь на него, ну, окей. Говори, ну давайте я в конце стрима скажу, потому что... Лех, посмотри моменты, я не Мгм. могу понять, это либо за свет из-за деревьев, будто фонарем кто-то светит, либо это у тебя фонарик так бьет. Я тебе сейчас сразу скажу, да? Вот, момент открыт. Вот вдали появляется свет на несколько кадров и исчезает. Это за свет твоего фонарика или кто-то? За света там быть не может, мужик. Ну вот, ты видишь? Либо будто кто-то Ну, по ту конечно, сторону вижу. фонарем светит. Да там по ту сторону никто, блядь, светить не может, мужик. И все, и он пропадает, больше его нет. Ты сейчас Меня в эти чате истории с скинули. фонарем, если честно, начинают очень сильно напрягать. Очень сильно напрягать. Еще раз говорю, я этого не видел. Если бы я хоть что-то увидел своими глазами там, до разбора вот такого, я бы просто бы убежал. Ну, если бы я смог, конечно, это сделать. Дядь, я могу сослаться только на то, что я свечу фонарем, и от чего-то там отражается. Так а от чего там листва? Ощущение, будто свет как раз таки из-за листвы. Бля, слышь, да. Свет изнутри идет. В твою сторону. Сейчас надо посмотреть, сколько по времени это продолжается. Посмотри, сколько это секунд. Секунда буквально, даже меньше. Как и в тот раз, да? Ровно секунда. Вот ровно 1 секунда. Он появляется, и вот кадр в кадр. 1 секунда. Но я бы это не мог увидеть своими глазами. Потому что это просто... Да нет, ну это, блядь, явно видно, что, типа, знаешь, как будто светит и уходит просто. Ну да. Бля, дядь, ну там реально светить негде, ёпта, мы снимали. В 3 ночи я был вдвоем с Тёмычем. Тёмыч стоял на выходе. Да и никто бы и не осмелился, ёпта, ночью по лесу так шариться. Ты чё? Там чё угодно может быть. Там и стекла, и ямы, и, блядь, и кого там только нет. Тем более мы не говорили, куда мы поехали. Это невозможно было заснайпить. Местные вообще туда не ходят. Это очень странно. А есть, можешь высветлить? Ох, блядь, лучше бы ты не высветлял. Ну, это прям свет из-за Это кустов. свет из-за кустов, да. Прям будто фонарем или машина проехала прям ровно в твою сторону. Там нет дороги. Это другая вообще сторона от дороги. Ты посмотри по видео. Я это... Блядь. Это ты высветлил, да? Да, ну прямо за Это в кустов ровно кустах. свет. В кустах прям, да, свет. Прям в кустах. Спасибо, ребят. Я гляну. Я гляну директ обязательно. Сегодня вечером. Не-не-не, закладчиков, ребят, здесь без вариантов. Очень далеко от города. Можно я один момент скажу? То, что тут люди говорят, то, что сверху это дорожка с эффектами серая. Нет, это дорожка с лицом вот здесь в углу. Чтобы У нас просто же, много ребят, с комментариев двух, пишут. да-да-да. Убери ее просто. Вот, пожалуйста, серая Я дорожка. она скрыта, да, поэтому она и серая. Ну, возьми лицо мое, просто убери, да и все. Это запись со второй камеры, ребят. На лице же. У меня на этой херовине 2 камеры. Одна прямо, вторая на лицо. И на этой же платформе стоит свет на меня. Бля, ну это свет из кустов. Окей, грибники. Грибники. Похер.
Июнь месяц, начало июня, грибы. В 3 часа ночи. Не В 3 ебёт. часа А ночи. я вот люблю грибы собирать, все. Ничего Ночью. не знаю. Да, да, ночью самые, говорят, жор грибов. Или клев, или как там. Блять. Пизду вообще. Давай по звукам пройдем. Бля. Хорошо, давай тайм-код. Там просто еще много кидают моментов каких-то. Я потихоньку сижу, смотрю, может, что-то Мужик с увижу. фонариком срет, сидит. Ну, вот нравится. И что? И что? Вышел, с сигареткой прошелся, говорит, думает, дай в лес зайду. Пожалуйста. Ребят, спасибо, кто спонсорки оформляет. Кого не поблагодарил, еще раз огромный респект. Спасибо. Такие вот страшилки у нас на ночь. Жесть, блядь. Лучше, блядь, лучше, мать, я вообще не хочу даже больше разбирать. Есть и есть, да и хер с ним. Зайчик с фонариком. Бля, что делать? А нам ведь идти. Мы видели просто, Игорь. Романович присмотрел, полностью лес на 0.25. И этих точек очень много. Вот эти точки, на самом деле, больше всего меня пугают. Потому что, ну, как говорят, то, что эти точки появляются перед тем, как какая-то мистическое дерьмо может произойти. То есть с тобой хочет поговорить из загробного мира кто-то. Ну, как опять же говорят. Это верить, не верить, это... Да, прикинулся бликом. Прикольно. Спасибо, спасибо. Ну что, давай по звукам бахнем. Да, кидайте тайм-коды. А что кидать тайм-коды? Я Давайте. тебе и так могу сказать. Заходи. Хорошо, давай. Ты и так их прекрасно знаешь. Где они? Где я захожу? Второй раз в этот дом. Я-то помню, где я все это слышал. Так, ты мне скажи, вперед-назад. По звукам, ребят, давайте еще к видео вернемся по звукам. Сейчас я тебе прям по таймингам найду. Вот я вхожу. Сейчас я ребятам стрим открою. Да ёпта. Мистика. Так. Так. Здесь я иду опять в это место. Кто, ребят, не видел ролик, если что, на канале лежит. Полностью, без монтажа, без ничего, вот прям как есть. И меня интересует, я сейчас скажу, что. Я просто помню, где эти звуки, я слышал. — 1.03. Вот он момент. Да, я его сразу просто нашел, потому что я просто, я помню, где я очканул. Слушайте очень внимательно. Точнее, смотрите видео, мы сейчас постараемся этот звук вытянуть. Если честно, ребят, звуки я оставил на самое сладкое, потому что я даже их не слышал. То есть, если какие-то моменты я мог посмотреть, звуки я не слушал, потому что их сейчас нужно смотреть с монтажером, потому что он сейчас будет их вытягивать. И там четко будет слышно, кто и что вообще говорит или делает. Вот этот момент. Кто не знает, первый раз я выбежал из этого места. Выбежал, потому что... Вот в этом месте я... Просто предыстория. Кто не смотрел, кому впадло смотреть, сразу скажу. 1.16.21. Сейчас, ребят, посмотрим. Сейчас, братцы, не спамьте. Сейчас, одну секунду. Сейчас, братцы. Кто не знает... Давайте, ладно, окей. 1.03.25 запомните? Ладно, Тём? 1.16.21 силуэт. Мне весь чат спамит. Это на самом выходе? 1.15 ты сказал? 1.16.21, сейчас, секунду. Лех, я этот момент уже отсматривал, это не силуэт, это просто что-то на дереве намотано, у меня просто картинка высветленная, можешь сразу открыть. Это ну-ка, страйкболисты ну-ка. вешают. Да вот, это Не-не-не, страйкболисты ребят, вешают. это сейчас вам быстро очень. Лента оградительная. Если вы за вот это говорите, вот это,
Это лента на дереве. 100% нет, фэк. Это лента, братцы. Ленты, страйкболисты обтягивают, короче, зону, где они играют. Я бы сразу убежал, если честно, я сейчас так же сделаю, бля. Если что, это нет, это не призрак. Это страйкбольная тема. Так что отбой. Отбой. Так. Ну и, собственно, давайте перейдем к этому моменту. Какой тайминг еще раз, Тём? Час 03, А, час 03. если со звуком. Со звуком, да. Сейчас, ребят. Вот я иду к этому месту. А теперь внимательно. Я сейчас звуки включу. Я вам просто хочу рассказать предысторию. Я на характере возвращаюсь в этот момент. И вот теперь смотрите, что здесь происходит. Я захожу. Вот здесь я четко слышал шаги. Я не понимаю, какого хера они не записались. Я даже не решился зайти сюда, я выбежал. То есть, кто по видео смотрел. Дальше смотрите. Я захожу, ничего нет. Никого не вижу, ничего не слышу. Ну, типа, думаю, ну, прикольно. Вот здесь, в этом месте, я четко опять слышу те же самые сраные шаги. Слав, запоминай, 1:03:37. Вот этот звук, нужно его максимум вытянуть сейчас будет. Это первый звук, с которого просто я охерел. Дальше смотрим. Я вам сейчас сначала хронологию по видео покажу. И теперь смотрите момент. Без замедлений. Чтоб вы понимали, чтоб вот так дернуться, повторюсь, никого не заставляю в чем-то верить. Я просто иду, свечу фонарем и, понимаешь, просто вот на долю секунды, я повторюсь, возможно, просто мое воображение. Я чувствую, блядь, что вот стоит человек. Я дернулся так, я чуть не свернул башку камерам, которые на меня смотрят. Понимаешь? Ты посмотри просто. Я тебе говорю, вот прям стоит в этом месте. А теперь что самое забавное? Смотрите дальше мою реакцию, пока без звуков. Я смотрю, я прислушиваюсь. Звуки. Я не пойму. Я смотрю под ноги, я не понимаю. Рядом со мной кто-то шагает, блядь. Кто-то топчется на месте. Я стою, я вообще не вкурил, что это за херня. Вот здесь, я думаю, что, может быть, капало с потолка что-то. Но, знаете, что самое забавное? Что могло капать в этот день, если сухая была погода? Что? И вот это меня дико напрягло. Потому что вот эта вся херня, она происходила, когда были вот эти вот дни без дождей. Понимаете? Вы посмотрите здесь, что это происходит. И постоянно типа капает. Ну как это может быть? Это заброшка. Дальше смотрите. Я прохожу. Мы сейчас все эти звуки будем рассматривать. Я опять разворачиваюсь назад, на то же самое место свечу. Я пытаюсь понять, откуда идет звук. То есть постоянно что-то где-то. Дальше начинаем. По звукам. Давайте со звуком послушаем. Сначала без увеличения, усиления. Поехали. Ребят, сейчас аккуратно уши. Я максимум включаю громкость аудио. Кто на колонках смотрит, аккуратно. Очень внимательно слушаем. Я думаю, что скорее всего, вот в этом вот моменте, это может быть, по-моему, там тоже вода, да, капает? Сейчас я посмотрю еще раз. Да, это вода.
Вот она, влажная тема. Я, может быть, просто с перепугу не увидел. Видите, да? Я думаю, что это капает. Но что капает, я на второй этаж не поднимался. Вы поймите, это здание заброшено уже много десятков лет. Понимаете? И что может капать в сухую погоду вот так вот постоянно, я не знаю. Я думаю, что это... Ну, это вода. Что капает, это уже другой вопрос. Где этот звук? Сейчас, по-моему, здесь. Вот этот звук, который вы кидали, сразу хочу развеять миф. Сейчас, ребята, я вернусь, подождите одну секунду. К 1.16.21 сейчас вернемся, не спамьте. Вот этот звук, слышите? Жук. Очень многие за него говорят. Я разворачивался, я мог зацепить по микрофону. Мог. Так что сразу отбой по этому звуку, потому что просто писали про него. Что? 1.07.12? Ну и что? Направо смотри. 07.12, 07.14. Блик. От плитки. От плитки отражение. Что-то стоит. Стоп, что может стоять, если это забетонированная тема? Хм. Ну, просто, может быть, что-то отражается. Какой-нибудь осколок какой-нибудь или еще что-то. Бро, ничего не увидел. Ничего такого я не увидел. Это блики. Ребят, не забывайте, что плитка. Видите, на стенах. Так, какие у нас моменты были аудио? Под вопросом. Помните? Что-то я не припоминаю. Стоп, что это, блядь? Просмотр записи всегда страшнее. Так, окей, паутина. Паутина. Смотри, фиксируй. 16:21, смотри вдаль. Мы ничего-то не увидели. Мне весь чат вздрачивает, просто чат. 16:21, смотрим вдаль. Что? Что вы здесь увидели? Это же конец самый. Смотрю вдаль, смотрю. Так. Так, смотрю. И шо? Ну, не про фонарь, что ли?
Они не говорят про веревки. Слышь, братан, М. час 16-18, открой-ка, блядь. Это что за пиздец адовый? Нихера я, как это вообще? Стоп, подождите, подожди, давай-ка без паники, дружочек. Ну-ка, подожди-ка. Так, тихо, это грибники. Так, подожди. Это точно уже было под утро. Что, Так мы, блядь? по-моему, разбирали уже, Леха, этот момент, как раз-таки, который на Мужик. 1 секунду появляется. Ты Блик. вообще... Да свет. Ты попробуй убери свет. Сейчас. Ты понимаешь, что Тёма вообще не в этом месте находился? Тебе вот так вот ничего нет? Я что-то вот так сейчас посмотрел. Слышь? Это... Это что за пиздец? Я что-то сейчас маленько... Ну-ка, ну подожди. Приблизь и на ускоренную поставь вот эту точку. Подожди-ка. Убери смысле, за свет. ускоренную? Вообще весь за свет убери. Просто Он вот как оно убран. было. Сейчас вот оно как есть, да? Да. А ну-ка, подожди-ка. А это вообще фонарик ли? Оно из-за кустов светит. Сейчас попробую шумы почистить, посмотреть. Вот сейчас, кстати, с шумами может быть сразу все понятно и ясно. Это из-за кустов за свет. Блять, мне одному кажется, что это вообще морда какая-то нахер. Я не хочу, я говорю, я не хочу даже задумываться на эту тему. Блять. Смотри, оп. Эть. Не, ну то, что это фонарь, это 100%. Это что-то... Не то, что... Блять, стоп, фонарь бы он светил. Нет, слышь, с фонарем отбой. Пацаны, с фонарем отбой, потому что... Фонарь бы он пробил. Во-во-во, да, затемни. Затемни вообще. Ебать. Ну да, это свет пробивается. Я вам так скажу. Грибники, это дело серьезное. Я ничего не видел. Грибники, да, ночью с фонарем самые белые, говорят, находят. Пошли в жопу, мне еще туда идти. Я не буду это смотреть. Ничего не бывает, бабаек не бывает, никого не бывает. Короче, скипаем, блядь, туда поход. Я не пойду больше туда. С оборудованием ты зря смеешься. Ты сам бы согласился туда пойти? Я когда, знаешь, стоял, когда кустики в начале леса дергались, когда я ежика увидел, чуть не обосрался, блядь. Я не хочу туда идти. Что делать? Ну, я тебе скажу так, если вдвоем, то окей, но по одному я не пойду. Братан, у меня Это рубрика ты можешь называется там... Stay Alone, Да. понимаешь? Ну, значит, один пойдешь.
Ну, я тебе сейчас могу сказать, в присутствии 13 тысяч человек я не решусь туда идти. Говорю как есть, извините. Я не решусь сходить туда, сесть в центре этой комнаты и попытаться заговорить с этим дерьмом, который там происходит. Я не решусь это сделать. Ну, не решусь. По чесноку вам говорю. Значит, не надо. Чтоб я туда... Трус, да, называйте меня как хотите. Я не решусь это сделать в одиночку. С кем-то возможно. Бля, это очень жестко. Ты представляешь, если я на диктофон голос услышу при обратной перемотке? С Это- кем-то, ребят, я не пойду. С кем-то оно и называется рубрика Stay Alone. Останься один на один со своими страхами, с собой. Нет, я схожу. Мы возьмем все, что нужно, я схожу туда. Но не сейчас. Не просите меня сейчас туда идти. Нет, я пойду туда. У меня всегда, ребят, так. Не думайте, что я какой-то псих поехавший. У меня всегда такое, что я, знаешь, в себе пытаюсь перебороть и вперед. Марковат, я гляну эту тему. Я схожу туда. Короче, если вот этот ролик основной наш, Stay Alone, 3-я часть, с вот этой заброшкой наберет достаточное количество лосей, я схожу туда. Я схожу туда один. Но давайте так. Когда наберет, вы мне голову не дрочите. Просто дайте мне собраться с мыслями, чтобы я... Ну, просто у меня сердце там не лопнуло. Потому что это вообще не смешно. Смешно здесь. Возьми с собой ружье. Я не за оружие боюсь. Я не за бомжей боюсь. Я боюсь за то, что может там произойти. Я вам могу некоторые моменты, свои размышления прямо сейчас сказать. Я, если хотите, могу сейчас вам сказать некоторые вещи, ну, как бы просто от себя. Давайте я пацанов тогда отпущу. Я думаю, многие моменты вы еще поскидываете. Я не хочу даже звуки разбирать, потому что, ну, реально мне еще туда идти. Давайте я в телегу еще скину несколько моментов со звуками. Прям инсайды. Hard Inside телеграм-канал. Я вам в телегу скину со звуками, но скидывать будут другие люди. Я не хочу даже это смотреть. Давайте так и сделаем. Все, подписывайтесь на Hard Inside, я вам туда заряжу. Если что, там рекламы, ничего, ребят, нет. Просто какие-то инсайды по моей жизни и потому, что у меня происходит. Все, пацаны, спасибо огромное. Давайте, пока. Все, Свят, я цинкану тебя, хорошо, завтра еще. Короче, ребят, кто хотел посмотреть видос, спасибо, что смотрели. На этом обзор закончится прямо сейчас. Сейчас я вам просто скажу те вещи, которые я... Блять, только надо музыку переключить, потому что, ну, это типа такое вообще. Есть музыка какая-то... Хотя бы такая. Короче... Что касаемо... Буду говорить, ребят, как криво, косо, но скажу то, что у меня на душе, да, и то, что я успел заметить. Может быть, я вообще этот даже стрим удалю. Говорю сейчас не как хардплей, а как просто обычный человек. Не как стример, блогер, там, как хотите меня называйте. У любого похода такого может быть финал. Я очень неплохо знаю анатомию, я очень неплохо разбираюсь в медицине и в первой помощи, оказании первой помощи.
И я всегда с собой ношу, ну, определенные, да, вещи, которые, если что, может быть, мне помогут сохранить жизнь, если что-то со мной случится. Я сейчас говорю за колотые, резаные, рваные раны и так далее и тому подобное. У всех этих походов будет один конец. Я это осознаю, я это понимаю. Что рано или поздно я лицом к лицу столкнусь с чем-то, с кем-то, с чем-то, скорее всего, с чем-то. Я не знаю, что это. Я не знаю, как это, я не знаю, где это и когда это будет, но я боюсь только за одно. Что у меня просто сердце не выдержит. Повторюсь, я никого не хочу сейчас пугать, там, говорить, что... Сейчас, ребят, сейчас я послушаю. Сейчас, одну секунду. Сейчас я договорю. Мне очень многие люди, вот то, что сейчас донатит генерал Воронин, мне пишут... Пишут в директ, в Инстаграме, просто спамят. Кто не успел прочитать донат, вот что-то подобное мне говорят. То, что, Хард, ты не понимаешь, что очень сильно рискуешь. Я сталкивался с подобным в жизни, я тебе скажу так, как есть. Эта фигня может к тебе прицепиться очень сильно в жизни, ты будешь жалеть об этом. Если очень коротко, то... Честно вам скажу, я верю в существование души, да, после жизни. Души не в том плане, что как это принято, да, типа духи там, еще кто-то. Просто мне кажется, что когда нас не станет, что-то вот остается, какая-то энергия, еще что-то. Повторюсь, это просто мое мнение. Ничего никому не навязываю, просто рассуждаю, сижу, можно сказать, сам с собой. Вот за 5 лет существования канала, очень скоро будет 5 лет ему, как я занимаюсь стримерской, блогерской деятельностью, мне безумно это нравится, ребят. Я рад, что нас вот так вот мне удалось объединить такое огромное количество людей, то, что вы мне доверяете. Естественно, это и мой хлеб, и я зарабатываю на этом. Все говорю вам как есть, мне скрывать нечего. И все, что я это делаю не для какого-то там хайпа, еще для чего-то. Я делаю это то, что мне по кайфу. Если бы мне было не по кайфу ходить по заброшкам, я бы никогда туда не пошел. Если мне не по кайфу проходить какую-то игру, я ее не буду проходить. Но вы понимаете, что эти чувства, эти эмоции, их невозможно передать. В этом выпуске, ну, давайте так скажу, во время того, когда начинается, да, какая-то критическая ситуация, я с этим сталкивался на службе, я с этим сталкивался вот сейчас, то, что во время критической ситуации есть два варианта развития событий. Человек, все мы разные, у кого-то стойкая психика, у кого-то, ну, более слабые люди, да, душком, и в этом нет ничего такого, в принципе. Есть такая тема, что кто-то может собраться, а кто-то нет. Вот у меня есть особенность: в критической ситуации я могу собраться. Причем это может сопровождаться каким-то придурковатым смехом. Это может сопровождаться песнями, это может сопровождаться, как в лесу, я могу там сам с собой начать разговаривать, но я сделаю то, что мне нужно сделать. То есть я как офицер запаса, я говорю то, что у меня есть задача, который я должен выполнить. И я вот от этого всегда отталкиваюсь. У меня есть задача попасть в это помещение. Я хочу туда попасть, я хочу посмотреть, как я это сделаю, неважно. Буду ли я в окно влезать, через второй этаж спускаться. Что бы ни случилось, я туда попаду. И вот такой я человек. И вот это вот стремление, сейчас я прочитаю донат. Вот это вот стремление, рано или поздно оно меня накажет. Я это сам понимаю, и даст Бог, если это закончится
просто какими-то травмами или каким-то испугом. После леса такого не было, после вот этой херни. Я вам сейчас покажу один момент. Я даже хочу с вами вот этим поделиться. Я уже прям до секунд знаю этот тайм-код. Вот он. Чтобы вы понимали... Сейчас. Сам покажу. Короче, мне вот эта херня теперь постоянно снится. Постоянно. Я вам отвечаю, я человек, который вообще спит всегда чутко, но крепко. Как бы две такие вещи, как бы, как может быть спать чутко, но крепко. То есть я засыпаю, я сплю крепко в том плане, что мне никогда не снятся сны. Очень редко что-то под утро когда-то может присниться. Сейчас я который день, я просто охереваю. Охереваю от того, что мне постоянно снится какой-то, блядь, вот этот туннель. И постоянно в этом конченном туннеле, это причем бывает просто темный туннель, причем изначально стены светлые, и в конце, вот в самом конце всегда стоит какой-то силуэт. Блять, ну я считаю, что не может изо дня в день сниться одно и то же. Я спал здесь, уже в студии. Кто не знает, я 2 последних дня ночую в студии. При учете, что у меня есть супруга, у меня есть 2 ребенка. И как бы, ну, я думаю, может быть дома, может быть, знаете, я там загнался. Все вот эти походы, они очень жестко давят на психику. Почему? Потому что, я повторюсь, у нас было 2 варианта съемок. Когда мы заранее приходим, я беру с собой 150 человек, мы все везде прошарили, и я начинаю наигрывать эмоции. Бля, здесь отступился, здесь подскользнулся, а вот здесь вот что-то на меня якобы упало. Но тогда бы я не был самим собой. Тогда бы я не был тем человеком, которого вы привыкли смотреть. Я не могу так. Мне нужны настоящие искренние эмоции, вплоть до слез и сопель, если когда-то такое будет. Почему? Потому что настоящие эмоции, их никогда невозможно подделать. Вы это видите невооруженным глазом. Это сразу видно. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Понимаете? То есть... очень многие люди, кто меня смотрит, а, естественно, вас огромное количество, причем разных возрастов, разных вероисповеданий, пишут мне, чтоб я не занимался этой херней, и очень многие пишут про вот эти вот фонари. Потому что мы ходим не на просто заброшки, то есть просто заброшенное место, а именно заброшки с каким-то... с какой-то херней. То есть что-то там постоянно происходит, какие-то аномалии, еще что-то. Меня это тянет, понимаете? Может быть, реально я в душе какой-то сталкер и человек, который хочет остаться один на один с самим собой. Может быть, действительно, я получаю слишком большую дозу общения на своих стримах или в реальной жизни, не знаю. 36:50. Хорошо. Просто понимаете, вот эти вот съемки... Когда-то мы на одном из видеороликов что-то увидим. И увидим 36:50 сзади тебя. Секунду. Уберу камеру, чтобы она не мешала. 36:50 сзади тебя. Вот сюда смотрим, да, я так понимаю?
Нет, это кирпичная кладка. Нет, нет, нет. Нет, это просто... Это кирпичная кладка, ребят. Нет. Это обычная стена. Нет, вы здесь ошибаетесь. Поэтому как-то так. Вот, в общем-то, то, что я вам и хотел сказать. Поэтому... Я был бы рад, если бы сценарий всего этого балагана закончился чем-то хорошим, но... Опасно все это. Опасно. Но я буду, ребят, скорее всего, дальше продолжать заниматься тем, чем мне нравится. И игрухи записывать на Hard Games канале. Спасибо, кстати, кто подписывается. Там тоже колокольчик, лайк прожимает. Но самое херовое, что я хотел сказать... Я хочу, чтобы я что-то увидел. Вы меня сочтете каким-то этой... Каким-то ненормальным, но я реально хочу что-то увидеть. Я хочу до конца поверить, что что-то есть. Но многие говорят то, что я делаю, это я вмешиваюсь в жизнь. Давайте назовем обитателей того или иного места. Но пока я в это все равно не верю. Привет, дорогой человек в черной маске. Надеюсь, поймешь, о чем я тебе желаю. Удачи в проектах. Подписан на тебя уже давно. С 30к, наверное. Один вопрос. Удалил давнего стримни ПКС? Нет, я их закрыл просто. Просто закрыл. Спасибо, Еху. Рад тебя видеть. Бля, а можно музыку какую-нибудь полегче? Ага. Короче, давайте я что-то вот такое включу, пофиг. В общем, на этом все. Я хочу почитать ваши комментарии. То, что вы напишете. То, что вы скажете, потому что... Я не знаю, насколько долго вам это будет интересно. Мои мечты, кто-то писал, о чем ты мечтаешь, куда ты хочешь уехать. Ребят, я хочу уехать в тайгу. Это Мурманская область. Там есть заброшенные города. Марковат, ну, я понимаю это. Короче, как-то так, ребят. Не знаю, как долго вам это будет интересно. Напишите, я надеюсь, каждый напишет, мой зритель. Кто не смотрел, повторюсь, третью часть посмотрите. Многие пишут, не иди. Стрим оставишь, а он нужен? Я оставлю. Окей, если, ну, стримчанский вам этот нужен, давайте я оставлю его. Хотите, оставлю? Могу оставить? Будь аккуратнее. Я, к сожалению, бро, не могу предугадать, что случится в том или ином месте. Вот, наверное, единственная проблема. Поэтому как-то так. Оставить? Ну, тогда палец вверх прожимайте. Давайте оставлю. Окей? Окей. Я тебе в инсту кинул скрин. Там сзади тебя объект. Бро, ты представляешь, сколько сейчас народу написало в инсту? Я не думаю, что я говорил. Валентин, ну ты права, да. Здесь я согласен. 26-16, ребят, смотрели. А от кого?
Я постараюсь найти. Блин, братан, это, наверное, будет очень сложно. Я, наверное... Нет, я пойду, ребят. Я на эту заброшку пойду, я постараюсь поговорить. Я попробую это сделать. Я уже для себя решил, и как я это сделаю... Но только давайте я это в прямом эфире сделаю. Честно говоря, бро, я не могу сейчас найти пока что твое сообщение. Там просто жесть. Очень огромное количество сообщений и всего. Ребят, давайте тогда договоримся. Если я иду в это место, я возьму с собой фотик. Такой, который высветляет картинку. Пойду туда один и постараюсь пообщаться. Через диктофон или еще что-то. Также с 12 до 3 ночи. Самая дичь творится с 12 до 3. Это везде все говорят. Сам нет, сам не хочу туда идти. Честно, говорю. И это... Вы просто представляете, если я сфоткаю, бля, и кто-нибудь будет передо мной стоять, да у меня сердце нахер лопнет сразу. Я отъеду прям в прямом эфире. Ленин, я вот тоже за это переживаю, мужик. Я тоже переживаю именно за вот эти вещи. То, что можно прям, может, вы понимаете, просто от резкого вот этого неизведанного. Но я еще хочу от себя сказать, наверное, я вас уже достал, но все-таки. Я готов отчасти. Мне сказали ни в коем случае не разговаривай. Если что-то увидишь, не разговаривай. Это сказали, кстати, очень многие люди. Прошлый донат, и ты увидишь точные очертания лица с глазами, носом и ртом. НВП, я гляну. Я гляну, дядь. Главное, типа, да, не разговаривай. Тепловизор купи. Очень боюсь. Если в тепловизор что-то попадет. Но я так скажу, что может на камеру что-то попасть, на фотоаппарат. Хард, будь хитрее. Есть древнерусская стратегия. 36-38, послушай. Братом, сестрой названной. А вдруг Сейчас. пригодится. Я даже знаю, за какой ты мне момент Прослушай говоришь. 36, двоеточие, 38. Я уже даже знаю, за что ты мне хочешь сказать. Пока даже картинку вам не показываю сейчас. Аккуратно уши. Ну и? Я ничего не слышу. Ильха, срочно чекни вида Димы, я точно снял призрака. Так что как-то так. Разбустер закрайнен. Дима Масленников, ребят, на Шесть следующее после этого видео ты хочешь с ходить на заброшке? этим, с замком, разбор. Вы мне просто все топили за этот замок, я сейчас жду, сейчас вы доберете лайкосы и я обязательно сниму еще один. Я сам специально не смотрю Димона заранее видосы, потому что мне интересно вместе с вами смотреть. Поэтому давайте скорее топить. Но, если я не ошибаюсь, Ильха, у мусульман, а есть ли по-моему... такое место, Вы меня в поправьте, которое если ты я бы не хотел прав. сходить? У Но мусульман, понимаешь, по-моему, что не мне пойдешь просто тоже так, один как подписчик реально писал, страшно. довольно Я уважаемый имею в виду человек, не я вот только так скажу, заброшки, давайте. но и всякие мистические А, места, а кто-то лес. Писал, что, типа, в одном из моментов, это в заброшенном лесу, Солнце. типа, это Спасибо джин. тебе. Ну, у них это джинны называются. По-моему, я, если... Могу ошибаться, вы мне скажите. Если ошибаюсь, прошу прощения, конечно. Вот, поэтому... Не дай бог никого встретить. Лучше ходить на заброшки только со Думаю, стримами, потому что что если лучше что-то ходить случится, на ребята, заброшки которые только тебя со ждут, смогут стримами. прибежать и помочь. Ну Потому да. что, если что-то Да, Шуль, да не за случится, что. Тебе ребята, спасибо. которые тебя ждут,
смогут прибежать и помочь. Лех, есть ли такое место, в которое ты бы хотел сходить, но понимаешь, что не пойдешь, так как реально страшно? Да. С ебаками Есть. лучше побрататься. Могут и помочь против Да. недружелюбных бабек. Хотя если Первое подумать, место то это я не все, пойду в кто лес из оттуда, второй части. скорее просто забавляются. Я не знаю, что так меня как должно делать им вот все сподвигнуть равно пойти. особо нечего. И есть еще одно место, про которое я пока что не хочу говорить, потому что я, возможно, туда пойду. Но это будет вообще... Туда точно я один не пойду. Это слишком серьезно. Вот здесь я вам говорю без шуток. Будет одно место, куда я... Я не буду называть этот выпуск Stay Alone, потому что я не один пойду. Но туда... Ну, вы поймете просто... Я просто не могу, ребят, заранее сказать. Если я скажу заранее, или идею спиздят, или... Я просто нашел одно место, оно в России находится. И, скорее всего, мы стартанем туда. Вся дичь творится с 12 до 3. Но это будет забить, что мы сделаем. Ну, ты на всякий случай... Смотрит ли тебя супруга и мать? Нет. Не говори с ними, могут Они обычно привязаться, смотрят если поймут, буквально несколько что ты минут и видел. скипают видос. Потому что, ну, в принципе, я их понимаю. Они говорят, ну, это нереально смотреть. Типа этот видос Что если 9-4 что-то случится, лет допустим, давности, где-то тем более в прямом там эфире, рил то... на видосе херь какая-то, ПЖ очень Я их просто срочно. попросил, не надо смотреть. Потом в повторе посмотрите. Мы посмотрим, окей. Эльха, как-нибудь. Лагда, окей, окей. Глянь видос Димы. Гост по отелю с 3 призраками, окей. Аналитику и за гранью. Смотреть всё вместе. Принял, принял. Сразу подряд. Дядь, да мы до всего доберемся, не переживай. 07:34, ребят, мы смотрели этот момент. Вы поздновато пришли. Час 07:34 мы смотрели. Мы смотрели. Мы смотрели этот момент. Час 07:34. Так. Ну, блик. Блик в стекле. Этот момент я видел, ребят. Этот мы же в самом начале разбирали. Вы уже по кругу просто начинаете говорить. Этот момент мы смотрели блик от плитки. Пересмотрите стрим. Так что это момент от плитки. Нет, это угол плитки отколотый. Бликует. Это мы уже смотрели. Так что такие вещи мы уже просматривали. Пересмотрите потом стрим, я его оставлю. Если что-то увидишь, сойдешь с ума, не иди. Ну, посмотрим. Посмотрим. Привет, Лех, мое мнение, поэтому тебе не стоит быть аккуратнее. Ты хочешь туда вернуться, люди, психи, шизики, мазохисты, маньяки. Много кто видел твой стрим, и ты говорил, что хочешь туда вернуться. Вейн, я не боюсь людей. Вы будете смеяться, я не боюсь живых людей. Все может случиться, я не супер какой-то там Рэмбо и так далее, но 36, поверьте, 38, если там кто-то ты слова попытается собаки что-то говоришь. сделать Если физически, ты не понял, если ты я тупой. разговаривать не буду. Я вам гарантирую просто. Дядь Лёш, а не думал ли ты обе Так что я не буду просто на стриме говорить. Ну, или крест хотя бы. Поверьте, если я по разговаривать не христиански. буду. И кто захочет пошутить, я сразу сказал, не надо этого делать. Ильха, есть ли возможность Давайте, ну, кто поговорить хочет с со мной тобой в встретиться, я Discord? на улице Тема хожу. Ньюар, Я никуда ни от кого не которая прячусь, я хожу без начнется охраны. 20 Подходите, июля, в которой здороваемся, уже можно будет фоткаемся. играть и стримить. Я Одну частенько на могу в крафтере, кальяшку который был забуриться с тобой кем-то на из пейве. подписоты. Вот просто спонтанно. Я такой человек, ребят, я ни от кого не прячусь. Мне просто, ну, прятаться нечего. Лёша, Подходите, я самый никогда жесткий фото не выпуск Димы откажу. это Дом Фото или Пятигорский. просто там Он не пару смог слов объяснить каких-то один сказать. очень Я, лютый пожалуйста. момент, советую Я к всегда рад. просмотру. Поэтому дурью маяться на заброшках вообще, ребят, не делайте этого. Потому что Лёха, просто, У ну, моего отца была ситуация. просто Он может мусульманин, случиться, как-то раз ему было ну, не очень непоправимое. хорошо с самочувствием. И обычная Снились шутка может, кошмары. И он сказал, его кто-то зацепил из родственников умерших. И ему делали обряд. так скажем, вылиться во что-то очень плохое.
Леха, у моего отца была ситуация, он мусульманин, и как-то раз ему было не очень хорошо с самочувствием, снились кошмары. Он сказал, его кто-то зацепил из родственников умерших, и мы делали обряд. Дядь, я спорить не буду. Может быть все что угодно. Может быть все что угодно. Я вам скажу так, в реальной жизни я видел, как собаки, поисковые собаки, кинологические, не поисковые, кинологические, завыли и разбежались в разные стороны. Две собаки. Одна здоровая была псина, я не помню какая. По-моему, даже... По-моему, овчарка. Вторая шарпейка 100% была. И они все в разные стороны щеманулись. Не буду говорить за этот момент, где это было. Это было в Москве. На одном из охраняемых объектов, давайте вот так вот скажу. Поэтому как-то так. Охраняемых объектов, если что, я не в ЧОПе работал раньше. Углубляться, я думаю, не имеет смысла, не нужно, но просто имею, ну, держу в курсе. По поводу джина и всего остального, но мне просто люди говорили то, что, Лех, можешь доиграться. Очень интересно. Типа, вы можешь всегда доиграться при в плане... разборе видео услышали смех детей или только мне послышалось? Если Короче, получится, оставлю тайм-код в Бля, я выключу комментариях. музыку, она реально неуместна. Короче, можешь просто доиграться. Говорю открыто. На самом деле, от чеченца это было довольно интересно слышать. Он говорит, ты можешь просто доиграться. Причем очень старый мой подписчик. Он говорит, ты можешь... Как же он сказал? Типа, то, что ты потревожил, ты можешь забрать с собой. Харт. Был И про это мне однажды на писали не заброшке. только Слухи ребят ходили, мусульмане, то есть что веры, да, сатанисты а то и христиане местечко писали. облюбовали. Нас Ну, мне мы с писал, одноклассниками нас пошли. смотрит батюшка из Лет Псковской 9 назад области. было. Он мне то же самое говорил. Наткнулись на Прям под пентаграмму, копирку отрубленную то же самое. слиную голову. Хотя, Кайф вообще. казалось бы, да, люди друг друга знать точно не могут и на стримах сидеть не могут. Я просто открываю директ и начинаю читать вот эти все сообщения, и мне прям под копирку, ну, плюс-минус слова, мне приходит одно и то же. Представляете, вот просто от одного человека, взрослого человека, и от второго человека. Причем тот сказал, ты можешь, ну, типа, озлобить тех, кто находится в этом месте, не делая этого. Типа, приходи, но не озлобь их. Потому что, как он мне написал, это зло ты можешь забрать с собой. Как это понимать, я не знаю. Я примерно, конечно, понимаю, о чем идет речь, но, как сказать, я, ребят, правда не робкого десятка, поверьте. Но есть вещи, которые мне сложно объяснить. Так что как-то так. Ходишь ли ты... Да. Я верующий человек, ребят. У нас принято не говорить за религию, за нации на канале. Это всегда было, есть и будет на нем. Я просто скажу, что да, я верующий, да, я верю в то, что я верю. Вот так. Давайте на этом остановимся. Поэтому, может быть, пока я еще хожу. Все в порядке. Митрич, уже смотрели этот момент. Уже смотрели. Что бы хотел увидеть больше всего? Не могу сказать. Я могу сказать, что бы я не хотел увидеть. Вот это я могу сказать. А что бы я хотел увидеть? Если ты встретишь душу или призрака человека, которого потерял... Если ты точка, встретишь и о нем душу с или тобой призрака начнет человека, которого разговаривать, потерял, точно начнешь или ты? если он с тобой начнет разговаривать, начнешь ли ты? Нет. Нет. Ни в коем случае. Я просто отвернусь в сторону и на следующий день схожу на кладбище. Не надо разговаривать с теми, кто уже отдыхает, так скажем, кто на покой ушел. Мое, опять же, личное мнение, я, повторюсь, никому ничего не навязываю. Не надо разговаривать.
У них свой мир, у нас свой мир. Ребят, 0,7 минуты мы полностью все разобрали. Час 0,7 мы все разобрали. 36-38 тоже разобрали, посмотрите на стрим. У тебя сердце лопнет? Ну смотри. SCP это полная шляпа, не верю. Дядь, Нет, Moral слышал Stuff об это SCP. шляпа все. Как считаешь, можешь ли ты наткнуться на что-то подобное? А, вы Очень хотите на эту тему переживаю за поговорить? тебя. Ищущий находит. Согласен. Согласен. Ребят, я иду не за деньгами. Чтобы вы понимали, После блика момент. чтобы вы посмотри, понимали, давайте пожалуйста. сразу, Да, да, чтобы мы между его нами понимание смотрели, тоже но было, чтобы парень все меня попросил поняли и после блика услышали. в замедлении. Все съемки, все, что происходило, я заработал со съемок, кому интересно, 40 тысяч рублей. За все дни, которые мы были, потому что часть отдали за монтаж, часть за сами съемки ночные, тем более несколько дней были. Вопрос не в деньгах, вопрос в интересе. Я не иду за деньгами туда. Я иду, понимаете, за тем, что мне интересно. То есть за тем, что что мне по кайфу. Мне сложно это объяснить. Хотя вот я взрослый человек и не скажу, что сильно глупый, но мне сложно объяснить это. Поэтому на вопрос, что ты там хочешь найти или увидеть, не знаю. Мне сложно ответить. Сложно ответить. Что ты не хочешь увидеть, больше всего чего боюсь? Резкого чего-то. Я Лёш, боюсь ты просто сугубо помни за всегда про физиологию. того охотника, У каждого человека который есть на своя дерево физиология. какой-то херни залез. И 100 раз подумай, прежде я чем не идти скажу, в что у меня места с сильно говняной здоровое историей, сердце. тем Это более у нас один, мы просто реально за тебя по переживаем. отцовской линии мне передается такая карусель. Я, конечно, слежу, хожу там, проверяюсь, но я не боюсь, наверное, не так сильно... Давайте не так скажу. Не так сильно боюсь увидеть вдалеке. Дядь, Спасибо, заглядывай в Нижний фанат Леонид Новгород, Агутин, калик спасибо. покурим. Я не Город так боюсь покажу. сильно увидеть вдалеке, как боюсь вот прям в лоб с чем-то столкнуться. То есть лоб в лоб. Самое страшное на заброшке... пожалуйста, Сейчас я с пока, днем ребят, звук рождения, выключу. Никита. Самое страшное на заброшке это существует два типа состояния человека, ну, говоря за данные, да, ситуации. Есть, как я уже и говорил, да, на игровых стримах, панический страх, такое определение. Есть панический ужас. Панический страх — это примерно то, что случилось во второй части. Это когда человек убегает, он встал в ступор, да, потому что я четко вижу, что, блядь, я своими глазами вижу, что передо мной что-то стоит, блядь. Пусть далеко, но это стоит. Я направляю фонарь, это стоит. Я четко вижу, я, не глупый. И, естественно, у меня начинается панический страх. Страх — это когда ты бежишь, то есть что-то с тобой происходит, какая-то боже мой, но ты осознаешь, что происходит, ты можешь себя контролировать. То есть ты можешь задать направление бега, ты можешь... ты можешь как-то контролировать ситуацию. Панический ужас — это все. Это самое страшное, что может на заброшке случиться. Это самое страшное, что может в принципе где угодно, наверное, случиться. Вот в таких местах... в криповых, это когда ты не контролируешь ситуацию, ты бежишь, сломя голову, ты не понимаешь, зачем ты бежишь, ты не понимаешь, куда ты, блядь, бежишь. В этот момент ты можешь провалиться по этажам, ты можешь наткнуться на штырь, на ветку, на арматурину. Блядь, короче, случиться может все, что угодно. Поэтому как-то так. Так что... держу в курсе.
Ладно, я вас, наверное, все-таки сильно задерживаю. Я могу, на самом деле, ребят, долго говорить на эту тему, потому что мне это безумно нравится. Но... Я не знаю, стоит ли. Я просто не хочу вам голову засирать. Не хочу вам голову засирать. Я, правда, ребят, фанат этого всего. Я фанат всяких страшилок, ужасов, вы прекрасно знаете. Но у всего есть грани, и главное их не пересечь. Пусть я говорю, наверное, непонятно, но факт остается фактом. То, что у каждого вот этого вот похода есть определенные грани, которые не надо пересекать. И не надо тревожить тех, кто уже отдыхает. Мы, к сожалению, это делаем. Час 07:36. В дверном проеме справа дымка. Все. А, это дымка. Вы за это, что ли, все пишете? Это очень быстро я вам могу развалить эту теорию. Все, я понял, за что вы говорите. Вот это, что ли, дымка? Нет, с этим... Вот это ты имеешь в виду? Это? Вот за это вы говорите мне? Это уже мы, ребят, смотрели. Пар изо рта. Пар. Было раннее утро. Вот это вот. Вот это пар изо рта, либо же блик от плитки. Видите, я свечу на плитку, и она дает отражение. Нет, ребят. Поэтому сразу отбой говорю. Я даже не удивлен, поэтому я сразу... так. Я понял тебя, Дим. Я понимаю, что всякая дичь на психику давит, но не страшнее столкнуться с чем-то, имеет физическую оболочку, нежели чем столкнуться с призраком. Я еще раз говорю, я не боюсь столкнуться физически с человеком. Я не говорю за свои способности, что я умею или что я не умею. Я вам говорю за то, что если я увижу человека, который представляет для меня угрозу, я нейтрализую этого человека в любом случае. И потом я уже буду разбираться, кто, что, зачем и почему. То есть, если я вижу прямую угрозу своей жизни, естественно, я этого человека просто уберу со своей дороги. Это железно. Кто бы это ни был, это 100%. Псих, не псих, сектант какой-то, оккультист и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, как-то так. А вот столкнуться с чем-то таким вот, как вот в лесу столкнулись, это вопрос. Это вопрос. Ну, о чем ты говорил, Морал? Ты понимаешь, ребят, вы понимаете, что... Чувствую ли я что-то внутри, когда выхожу с этих заброшек? Конечно. Это огромный приток адреналина. Это радость, что ты оттуда вышел, 100%. Вот в третьей части как раз в конце вы можете это увидеть. Что я еще чувствую? Ну, эмоции, конечно. Но вот после третьей части, видите, вот у меня вот началась такая вот тема. Вы просто понимаете, кто спрашивает, с каким оружием ходишь, что ты делаешь, где ты делаешь. На разных съемках у меня оно разное, ребят. Если я знаю, что там будут закрытые помещения, если я пойду с ружьем, либо с карабином, я думаю, вы понимаете, чем это закончится. Я повторюсь, я не хочу, чтобы меня YouTube наказал, как-то об этом углубляться, но никто не отменял баллистику, никто не отменял рикошеты от стен, а в состоянии эффекта-то ты можешь, блять, как шибануть, ты просто сам себя высечешь, понимаете? Так что как-то так.
Леха, у меня сын родился. Данте. Вот видишь, в какую мистическую минуту родился. Поздравляем тебя. Поздравляем всем чатом и желаем здоровья крепкого тебе. Естественно, маме. Ну и будьте счастливы. Берегите то, что у вас дано свыше. Так что это очень круто. Поздравляю, дружище. Я думаю, весь чат тебя поздравит тоже. Это очень классно. Это очень классно. У меня у самого 2 пацана. И это очень круто. Я имел в виду реальную дичь, как в Припяти, к примеру. Морал, я не хотел эту тему на стриме поднимать. Не только в Припяти есть то, что невозможно объяснить. Если ты заметишь, очень многие люди не ходят в определенные места. Есть места, о которых просто не принято говорить. Потому что, ну, туда просто заходить просто для жизни опасно. По факту. И дело, я повторюсь, не в хайпе или еще в чем-то. Можно с ума сойти. Просто с ума сойти. От увиденного. Естественно, все потом сошлются на монтаж, еще на что-то. YouTube этот ролик вообще удалит. Я до сих пор не могу понять одну вещь. Мне никто не смог дать точный ответ. Ни YouTube. Ни партнерка YouTube. Знаете что? Какой ответ? Куда делась та половина ролика из леса, из Stay Alone 2 рубрики? Она просто пропала. Долго пугать будем, я тебя не задерживаю, дружище. Доброй ночи, если не интересно. Я размышляю. Это просто мои мысли. Я не собираюсь никого пугать. До сих пор так и не вернули. Так и есть 10 секунд. Я давно слышал за эту тему то, что могут просто ролик удалить. И якобы, я повторюсь, то, что я слышал. Якобы есть люди, которые смотрят за Ютубом, чтобы в Ютуб не попадали, ну, всякие... Короче, за мистикой вроде как смотрят. Может, это глупо звучит, я бы тоже посмеялся до момента, пока я стал замечать то, что очень многие ролики стали пропадать. Они просто пропадают. Без объяснения причин. Просто без объяснения причин. Куда они пропадают? Их не блокируют. Их не наказывают. Страйки не прилетают на каналы. От Ютуба ты ничего не нарушаешь. Они просто пропадают. Они просто удаляются Ютубом. И факт — это факт. То есть, ну, это реально факт. Вот в чем фишка. Хотите верьте, хотите нет, но, допустим, почему-то прямой эфир мой просто пропал кусок. Он не пропал целиком. 10 секунд просто. Какие-то, блядь, 10 секунд остались. Я, Саша, не могу сослаться на оборудование, на технику. Но куда он делся? Стрим шел. Вы все его видели в прямом эфире. Почему он не сохранился? Что было на этом ролике такого, от чего YouTube взял и делетнул его? Я не параноик. Я вам говорю то, с чем я сталкиваюсь. Понимаете? Если встретишь Рейка или Йети, как думаешь, выдержит ли твоя психика? Главное, чтобы их выдержала. Я так скажу, у меня физическая подготовка сейчас, конечно, хромает. Уже с 16-го года я долго не занимался, 5 лет, так как постоянно за компьютером. Ну и лень, конечно. Но огневая подготовка ничего никуда не похерилась. Так что... Если я как минимум буду с карабином или с ружьем, я думаю, что кто-то очень может удивиться перед тем, как меня сожрать.
Реально может удивиться. Немного совсем. Алекс, я знаю это место. Мне про него очень много говорили. Если то, о чем я думаю. А так... Не-не-не, фильм, ребят, ну как, фильм нам надо на вас идти смотреть. Не, фильм надо заранее запланировать. Давайте в телеграм-канале. Я скажу, запланирую. Так что как-то так. Плагиатор. У кого я что взял? Ну-ка, давай-ка, дружочек. Расскажи. Расскажи, тебя даже никто не банит. Расскажи свою точку зрения, я рад буду выслушать. Все берется. Все русские шоу, на телевидении, на ютубе, еще откуда-то. Это все откуда-то что-то берется. Но кто-то дорабатывает своими идеями и своим видением, а кто-то в наглую пиздит. Если ты покажешь мне канал, который делает под копирку то же самое, что и я, блять, ну я как минимум удивлюсь. Кто, я имею в виду, реально в Соляново ходит, а вот так вот такие вот вещи, все это видит, потом разбирает. Нет, есть все. Все в этом мире повторяется, но не знаю. Тебя не съедят, ты невкусный. Откуда ты знаешь? Может, я вкусный. И всем привет! С вами, как всегда... Да. Дальше продолжать не буду. Ну да ладно. Каждый делает свое. Просто Саня, привет. А вот это уже глубоко, мужик. А вот это уже поглубже ты копаешь. И я рад, что есть люди, которые это понимают. Я не буду углубляться, но я знаю такие места, куда страшно заходить, и знаю человека, что там был, и скажу так. Лучше не ходи, если внутри что-то предостерегает. Я могу, конечно, еще кое-что сказать, но... Это просто мои мысли. Нет, сейчас мы, ребят, видосы никакие не будем смотреть. Аналитику мы, ребят, посмотрим на 30к, я же говорил. Посмотри аналитику Гостбастера. Спасибо. Я верю, знаете, еще во что? Если вам интересно, тоже скажу. Ну такого красавца есть, жалко. Ты Я верю в то, что... Ну, это называется ангел-хранитель, но... Я думаю, что есть что-то, что нас оберегает. В той или иной степени. Предостерегает от чего-либо плохого. Вы не задумывались, почему я не езжу на мотоцикле? 2 года уже. 2 года. Я безумно люблю мотоциклы. Я всю жизнь на них. Почему я не езжу 2 года на них? Почему я продал Мерса последнего? Просто вот так взял и продал. Он имеет в виду, Дим, Ты стареешь, если ты считаешь, что в 30 лет взрослый, здоровый мужик, парень-мужик, как хочешь называй, и ты называешь это старость, мне тебя искренне жаль. Я себя чувствую настолько охуенно, насколько вообще это можно, наверное, за... Это самые крутые года у мужчины. С 30 до 40 лет. Хотя, опять же, смотря как ты себя будешь чувствовать. Нет, у нас с Димой совершенно разный контент. Дима, он снимает видеоролики. У меня стримы. Я не делаю склейки. У нас разные места. У нас разный подход. Естественно, я как человек, который безумно любит его контент, я реально с большим удовольствием стою Ghostbusters. Естественно, я что-то, какую-то подачу могу там от него взять, но на стримах невозможно ее сделать. И Дима также, в свою очередь, от кого-то что-то берет, это нормально. Но называть то, что плагиатит... Плагиатит, если бы я под копирку взял, заебенил с такими же названиями, вот это бы я плагиатил. Почему ты продал и почему ты не ездишь на мотоцикле? Я продал автомобиль. Кто не знает, у меня был Mercedes.
Е6.3С AMG. Моя мечта. Я думал, что мне это заменит мотоцикл. Там 612 сил было с завода. Это не то, что там какой-то он там перекачанный. Можете посмотреть в интернете. Если ты бы туда хотел, вряд ли бы смог. В один прекрасный момент также мне просто снится под утро. Я встаю, просыпаюсь, спускаюсь вниз, выпиваю стакан воды. Ну, как обычно, я типа так по дефолту там в туалет сходил. Потом думаю, пойду еще посплю. И вот как раз в момент, когда я засыпаю, мне снится очень быстрая такая вспышка. Просто вспышка. Как машина вдребезги разлетается, и прям вот я вижу поворот. Это очень похоже на наше платное шоссе М11 дорога. Это где Солнечногорск, вот этот тот поворот затяжной. И машина просто брызгами разлетается вдребезги. И после этого я думаю, ну сон. На тему предостережений. Просто там ты знаешь, там вот разлет был просто максимальный. Об отбойник, потом в правую сторону. Я проснулся, как ни в чем не бывало. Ну, думаю, сон и сон, да и хер с ним. Попил чай, попил кофе, по дому дела поделал. Пришел к машине, сажусь в машину. А ощущения я не могу их передать. Я в этой машине нахожусь, и я себя уже не так чувствую, как я себя до этого чувствовал. Как хотите это называйте, я повторюсь, я вам говорю просто за то, что это часть моей жизни. Это как вещий сон, да, тем более под утро. Вот такая была вот история в моей жизни, настоящая история. Вот, не так давно я его продал. И у меня постоянно, я ехал за рулем, пока я не продал этот автомобиль, у меня постоянно в глазах стояла эта картинка. Настолько ясная, настолько четкая, блять, насколько возможно это. Я перестал бояться скорости. На этой машине я ехал... Я всегда по платке ездил 310, 315, 320. На 240 я записывал сторис. Ну, я вам говорю, как есть. Вы уж меня извините, я сейчас не буду там скрывать. Я просто еду, она крутая, да. Она как по рельсам идет. Ты вообще не чувствуешь скорости. Я с супругой сидела, я говорю, какая скорость сейчас? По платке по прямой едем, я говорю, какая скорость? Она говорит, ну 160. Здорово, я говорю, 240 едем. Там как самолет летит. Это вот это ешка. Нет удачного стрима. Но у всего всегда есть свой конец. Но я гонял только... У меня есть принцип, я по городу никогда. По городам, по Москве, по населенным пунктам нет. На платке я могу себе это позволить. С кем-то я не езжу быстро. Я еду с человеком, я никогда не буду гнать. Потому что я не так боюсь сам разбиться, как или в кого-то забрать с собой, или тем более близкого человека. С мотоциклом была отдельная история. Если интересно, расскажу. Ну, с машиной еще что хочу добавить. Эта тачка... Я не рекомендую ее брать в молодом возрасте. Она вас накажет. Вы разобьетесь на этой машине. Эта машина не простит ошибки. Она набирает просто вот так. У нее вообще нет провала. У нее первый провал начинается где-то на 275-280. Она просто вот так вот набирает. Просто вот так вот. У нее вообще, ну... Она вот ну ты прикинь, допустим, 3-4 секунды до 100 километров. Она вот в точку уходит. Ты перестаешь замечать, ты связь с реальностью теряешь. Ты едешь и думаешь, о, впереди чувак. Что за мудак там перестраивается? Начинаешь напрягать, а сам едешь 300. Ты не соображаешь то, что человек, он посмотрел в заднее зеркало. Он такой, машина едет, ну прикольно, перестроюсь. Да, там на платке люди 130 идут. А ты 300 едешь. Ты к нему подъедешь за буквально... 2-3 секунды ты у него прям в жопу ему заедешь.
2 комплекта резин я поменял. За лето. На этой машине. При учете, что я на ней не кружился. Вы представьте, я с каких скоростей оттормаживался. И после этого я продал машину. Просто продал. Конкретно эту. С мотоциклом отдельная история. Я мотоциклист, у меня было много разных мотоциклов. Я думаю, ну, многие об этом знают, и это не секрет. Последний мотоцикл мой недорогой. Ну, относительно, да, недорогой он. Сколько он? 305 тысяч, что ли, я его покупал. Kawasaki ZX 6R. Безумно люблю этот мотоцикл. 2 года. Это 3-й год, он у меня чехлом стоит накрытый. Мотоцикл, который от родного в мотоцикле осталось только... Я не знаю, что там осталось. Я поменял резину. Я поменял полностью всю проводку в мотоцикле. Я поменял звезды, цепь. Блять, там аэрография бешеная. Он охеревше смотрится. И я на нем не езжу 3-й год. 3-й год не езжу на этой машине. На этом Если у тебя транспорте. есть плохое предчувствие, то лучше иметь поблизости надежных людей. У меня в инстаграме, да, он есть. hard.inst. Можете посмотреть этот мотоцикл. Я на нем не езжу. Не, Панаму я просто продал, ребят, мне бабки нужны были. Там на короткое прям время мне нужны были деньги. С мотоциклом была очень простая история. Мы очень часто, ребята, с мотоциклистами ездили в Конаково кушать. Конаково — это по ленинградскому направлению. Направление... Я живу по направлению Москва-Питер. И, ну, немного ехать. Была своя ситуация. В один донат не вместиться. У меня было мне 16. тема, что просто я Приснился подошел к сон, мотоциклу. что мы с папой Я на точно помню, что я на него перекрестке сел. У попали меня в была ДТП с черепаха. фурой. Никогда Не так не приснился. ездите за город. И приснился. В итоге, А, в один момент, у меня была когда я черепаха. ехал с папой, Кто знает, мотоциклисты поймут меня. От точечного удара спасает такие. Не полный костюм, а, короче, херня. Черепаха, мотоботы, перчатки, шлем. Все. Я сел на мод. Со мной подошел охранник поговорить. Я пока что-то мод завел. А, нет, я сначала с ним рядом поговорил. Я прям даже последовательность помню. Потом я сажусь на мотоцикл. Я его заглушил и слез с него. В этот день разбивается не сильно, но падает девочка. На мотоцикле, которая ехала... С которыми, короче, я должен был поехать. и я просто Она не знаю упала. локацию. И не знаю почему. И мы всегда, ну, Говорю как бы с ней папе, рядом стой. ездили. И мимо пролетает фура. Я ей богу Вот. не могу это объяснить по Вот сей такая вот день. ситуация. Совпадение, ну, наверное, да, наверное, совпадение, но как-то так. Второй раз я просто... Так же, наверное, как с Мерседесом. Я перестал бояться этого мотоцикла. Перестать бояться своего мотоцикла — это лучше сразу его продать. Лучше сразу его продать. Я вообще его перестал бояться. Я садился как король на него. Как только ты садишься на него королем и хоть немножечко его не побаиваешься, хотя бы побаиваешься, давайте так, то ты разобьешься. Поэтому, как, может быть, если кто-то когда-то с мототехникой будет иметь дело, имейте в виду. Нет, все живы. Я же говорю, она не так сильно упала. Там ногу она повредила. Так что вот такие вот ситуации вам на ночь. Но только это, видите, это уже, к сожалению, не мистика, а это жизнь. Что еще? Есть ли тревожные мысли? Меня часто спрашивали, знаешь, где-то я на ютубе под какой-то серией, по-моему, под вторым роликом Stay Alone мне писали, типа, есть ли, блядь, по-моему, там. И очень много в директе кто это спрашивает. Есть ли у тебя тревожные мысли после съемок? Да. Но после леса вообще была жопа.
Мне ничего не снилось, но... Ну, мне было очень страшно. Блять, я просто вот так вот пришел и вот так вот просто я за голову взялся, говорю... Понимаете, постоянное ощущение, что за тобой кто-то идет. Постоянное ощущение, что за тобой кто-то смотрит. Оно прям, блядь, вот... Я не могу его объяснить. Но здесь такого не было. Здесь не было такого ощущения. Понимаете? Здесь я четко слышал шаги, да, я их слышал. Я четко что-то ощущал, но в определенный кусок времени. Это ощущение ни с чем не перепутать. Я никому не желаю, даже хейтерам своим, его как-то ощутить на себе. Существует ли память мест? Да, конечно, 100%. Я в этом уверен. Я уверен, что есть память, я не помню, как это правильно называется, память мест, как сказать, те или иные фрагменты жизни могут всплыть когда-то. Я сказал, фильма не будет сегодня. Фильмы и разборы других видеороликов не будет, ребят. Сегодня нет. Не сегодня точно. Может быть, завтра. Не может, скорее всего, фильм завтра можно посмотреть. Потому что мы сейчас камлинг взяли. Мы, наконец, на телевизоре сможем сделать стрим. Так что как-то так. Да, есть понятие дежавю. Очень крутое. Я соглашусь. Блин, мне очень сегодня интересно с чатом общаться. Это круто. Есть понятие дежавю. И оно много, я думаю, у многих из вас было. Вы никогда не замечали, что... Вы как бы... Ну вот что-то случается, и это уже такое было в вашей жизни. Либо где-то вам снилось. В третьей части ты был в здании. Вот прям полная Ты мог копия знать, всего происходящего, откуда которое у вас ждать перед беды. В глазами. лесу не так. Это Там очень открытое интересная тема. пространство. И ожидать Очень чего-то интересно, ну как по мне. конкретного нельзя. Ну, Морал согласен. Извини, перепутал ник. Согласен. Своя ситуация. Я просто узнаю локацию и не знаю почему. Говорю, папе, стой, и мимо пролетает фура. Я же говорю, много всего интересного. Дежавю, да. Да. Видите, вот у всех было. Хотя даже кто-то не верит в мистику, но у вас это было. И не раз. А откуда такое может быть? Вы вообще не задумывались? Как так? Откуда ваш мозг мог прокручивать это в голове, какую-то ситуацию, которая может случиться с вами через год, через месяц, через день, через 10 лет. Но у вас это всплывает в голове, где-то я это видел. Как вообще мозг наш, да, человеческий, который, кстати, по-моему, практически там, насколько там, на 5-10% он исследован, как он так вспоминает? Именно в определенное время. Вчера попросила Бога, чтобы в меня ударила молния. Через 5 Чарли, секунд молния никогда ударила не в делай шагах то, о чем ты 20. будешь жалеть в своей жизни. После этого я понял, Подумай что 10 надо раз. жить. Очень у многого не буди лихо. Поэтому не делай так больше. Ты это во сне видишь. У меня к тебе встречный вопрос, друг. Откуда это берется? Откуда твой разум может знать то, что с тобой случится через какой-то промежуток времени, даже через час, даже через 5 минут? Вот откуда? Кто мне ответит на вопрос? Я повторюсь, я никого не пугаю, не запугиваю, на мозг никому не давлю, я просто рассуждаю. Мне интересно ваше мнение. Да можете меня психом называть, мне вообще без разницы, там кто это пишет в чате. Мне интересно мнение людей. Просто начните мыслить, начните рассуждать. Почему так происходит? Мозг генерирует. Как он генерирует? Как мозг может знать четкую картинку, которая будет с тобой? А? Вот, видите? Началась срач в чате, потому что кто-то пишет шестое чувство, кто-то пишет... видите, вот? Нет ответа. Нет научного ответа, тот, который бы я в который поверил. Совпадения. Как тогда эти совпадения настолько четкие? Как эти совпадения могут быть повторяться? Они цикличные совпадения.
Как? Вот видите? Вот я многих из вас поставил в тупик. А вас ведь несколько тысяч человек в чате. Я сам себя в тупик поставил, я не знаю ответ на этот вопрос. Ответ на предыдущий донат. Мы Спасибо за используем донат. мозг на 7%. Ответ на если предыдущий не донат: мы ошибаюсь. используем мозг на Что при 7% всего, если не 100% ошибаюсь, остается что при только 100% остается только гадать. В третьей части жизни ты был... в третьей части ты был в здании. Ты мог знать, откуда ждать беды, в лесу не так, там открытое пространство, я же прочитал только что. Ты, наверное, стрим просто перемотаешь, чтобы он у тебя прям в аккурат со стримом шел. Вот сейчас интересно вы пишете. Воспоминания из будущего. Я эту фразу очень часто слышу. Воспоминания из будущего. Это как так? То есть ты вспоминаешь то, что было. Точнее, ты вспоминаешь то, что будет. Это как так? Какая-то матрица получается. Нейро и психофизиология. Кек, я Читал об очень этом. интересная вещь. очень в свое время этим интересовался. Очень интересная вещь. Я, вы знаете, вообще порой задумываюсь. Бля, ну я вам сейчас мозг засру вообще конкретно. Веселый психолог. Алексей, как вам теория... Есть Давайте я параллель. сам буду зачитывать прям донаты. Как вам теория? Есть параллели наших жизней, которые проживаем, и в некоторых местах границы слишком тонкие. Когда ты видел свет фонарика в листве, это кто-то выходил из леса. Я тебе скажу еще больше. А ты не думал, что это я же выходил из леса, но только в зеркальном отражении и в параллельной своей жизни? Я тебе разовью твою же мысль. Интересно, да? Ты не заметил, что силуэт даже похожий на мой? И фонарь, и все похоже, но немного в блике. Ты знаешь, можно сейчас насколько развить эту идею? Это сильно, согласен. Это сильно. А ты знал, что наш мозг не умеет придумывать лица? И все лица, которые тебя приходят на ум или снятся, ты когда-либо видел? Я тебе больше хочу сказать. Я задумывался о том, вообще откуда все это берется. Что такое сон? Что такое сон? Вообще откуда? Откуда это? Как говорят ученые, это вспышка. Доля секунды, вспышка, ее фиксируют специальные аппараты, подключают. Я смотрел и видео, книгу в свое время читал, когда, по-моему, только на службу поступал. Что такое вообще сон? Это прям вот, знаешь, вот так вот, бах, а ты иногда думаешь, что он тебе всю ночь снится. На самом деле сон длится какую-то там, вот прям доли секунды, понимаете? Ну, как говорят, опять же, я не могу это утверждать, это все теория. И за это время тебе снится очень много. Понимаешь? Вообще, ребят, я говорю, этот канал всегда был развлекательным, и я свои мысли, если сейчас начну вам высказывать, я думаю, вы скажете, что мужик с ума сошел совсем в 33 года, чокнулся совсем. Но есть в моих словах, поверьте, о чем просто подумать можно. Не засирать себе мозг, но просто подумать. Я стал замечать... Спасибо, ребят, всем за донаты сейчас. Я еще больше стал замечать. В силу моей деятельности я общаюсь с огромным количеством людей. Эти люди как хорошие в том плане, которые мне желают добра, да, то есть по отношению ко мне. Также есть люди, которые просто приходят на этот проект подсосать. Кто-то заработать денег, подсосать в плане, кто-то заработать денег, кто-то хайпануть, кто-то еще что-то.
Этот канал пережил огромное количество всяких разоблачателей мамкиных и так далее и тому подобное. Я вам сейчас скажу, к чему я это говорю. Совсем недавно мы начали поднимать, просто общаясь от нехуй делать за столом, мы начали поднимать всех тех людей, которые когда-то желали кому-то зла. Мне или ребятам из моей команды. И жизнь их... Я не буду сейчас перечислять этих людей. Жизнь все так расставила на свои места, как шахматная доска. Они сделали ход, я сделал ход, а жизнь закончила эту партию. И закончила она так, как она это хочет. И я ни одного из этих людей сейчас не вижу ни счастливыми, ни популярными. Все, кто когда-то пытались прикурить, хайпануть, все в жопе. Абсолютно верно. Совпадения? А не слишком ли много их? Не слишком ли много совпадений? Конкретно за 5 лет. 5 лет. Эффект бумеранга. Здравствуйте. Вот вам эффект бумеранга. Я на себе скажу. Че я все с других говорю? Я допускаю ошибки, как и все люди. И жизнь меня также возвращает. Поэтому со временем, вот говорят, люди не меняются. Нет. Люди, многие начинают, вовремя умеют остановиться. Вообще в своей жизни. Я не говорю за себя, вообще в целом. И задуматься, то ли вообще мы делаем. Правильно ли мы живем. И вообще понятие правильно, правильной жизни, что такое правильная жизнь? Ну, кто хочет сказать, что, я не знаю, бухать — это неправильно жить? Вот так вот человек видит свою жизнь. Кто говорит, что с помоек есть — это неправильно? Блять, это аморально? Я вам могу ученых сказать. По сей день, которые находятся при жизни, они в бедности живут. Но это гениальные люди, которые изобрели те вещи, которые не могут вообще люди понять, блядь, до сих пор, как они это сделали. Перейдем к нашим овечкам. Я стал замечать и хорошее. Вы вообще задумывались, кто давно меня смотрит, а таких огромное количество на канале? Вы вообще когда-нибудь задумывались, какое количество хороших и добрых дел мы сделали на этом канале? Какому количеству людей мы помогли? И ведь многим из них мы жизнь спасли. И сейчас они живут, а я даже их не помню уже. Я пытался вспомнить, сколько их таких людей. Я не могу вспомнить. Я могу точечно вспомнить самых... Ну вот Ярика, да, последнего я могу вспомнить. Девчонку Аню. Там 100 штук кровь ходили, сдавали. Пацану, которому, да, вот мы 1 300 000 собрали на стримах. И таких вот их... Это я помню только вот последний год-полтора. Но я не помню предыдущие года. Бля, я реально их не помню. К чему я это веду? Не сказать, кому я какой хороший. Я говорю про эффект бумеранга. Я стал замечать, что чем больше денег я отдаю... Сказать вам, в чем я хожу? Футболка ВКонтакте с Пиксель Батла. Обычная футболка. Я приехал в студию так, если что. Штаны. Обычные пумовские штаны. И так далее и тому подобное. Я сейчас могу весь свой гардероб перевернуть. И понимаете, я к чему это веду? К тому, что сейчас я себе могу позволить все, что я захочу. Любую машину, за малым исключением. Любую одежду. Но прошли года, и меня это не прикалывает. То есть меня не прикалывает какая-то роскошь или богатство.
Мне интересно сделать так, чтобы нести какую-то идею. Я не говорю нести пользу кому-то. Мы все алчные по жизни. И все... В нас куча минусов. В каждом из нас. В каждом. Включая тебя, меня, Васю, Петю, Федю. А вот нести идею в жизни и возвращаясь к тому, как правильно жить, вот это немного другое. Вот человек сегодня так себя видит, а завтра так. И почему я должен говорить, что он неправильно себя ведет? То есть, если мне попался навстречу человек, то, о чем я вам говорил, всегда говорю это. Почему у нас нет обсуждения религии, наций? Вот человек ест руками. Давайте вам наглядно, да, вот скажу. И мы такие: фу, блядь, бескультурный. Че он ест руками? А вот он плов ест руками, а потому что у них так принято. Не потому что он бескультурный. Это может быть богатый человек. Это может быть влиятельный человек. Понимаешь? Я говорю про то, что каждый свою жизнь видит по-своему. И близкие даже люди нас могут только направить на какой-то правильный путь. Но жизнь и самое главное время. Время. Это то, что важнее этого нет. И поэтому, когда я вам говорю спасибо каждому, даже тем, кто зашел сюда с хейтом, кто зашел меня полить грязью, кто поставил там дизлайк, еще что-то сделал, спасибо. И кто-то мне скажет: что за, блядь, лицемерие? Нет. Ты потратил самое ценное, что у тебя есть в жизни. Ты потратил свое время. 5 минут. 10 минут. Час. 10 часов. Но ты потратил его. Понимаешь? И я всегда говорю, задумайтесь, на то ли вы тратите свое время. Вдумайтесь, сколько вас. Даже сейчас на стриме. Я ведь не знаю, кто вы и что вы. Я уверен, в чате есть как бедные, так и богатые люди. Я уверен, что в чате есть люди, которые с своих взглядов, мы все разные. Кто-то из вас сейчас сидит в душе, в ванной. Кто-то из вас сейчас кушает, и таких много. Кто-то из вас с белым цветом кожи, кто-то с темным. И все мы разные. Кто-то верит в Бога, кто-то в черта. Кто-то вообще ни во что не верит. И он тоже прав по-своему. Понимаешь? Вы все красавцы по-своему. Вы все крутые. Вы все настолько крутые, насколько это возможно. Вы сами этого не понимаете. В каждом из вас есть что-то, что нет в другом. Ты понимаешь, в каждом из вас. Многие из вас ходят на работу всю свою жизнь, вы вдумаетесь, которую вы терпеть не можете. Вы ненавидите. Вы улыбаетесь со своим руководством. Блять, я сейчас скажу те вещи, которые вообще не должен говорить. Вы улыбаетесь, вы смеетесь над шутками, которые вам не смешны. Вы ходите и прогибаетесь под кого-то. И всю свою жизнь так делаете. Но во многом из вас, и в этом нет ничего плохого, каждый выбирает свою жизнь по-своему. Каждый. И каждый делает свой путь. Но всего у этого есть одна фишка. Вы можете пойти легким путем, а можете пойти тяжелым путем. Тяжелый путь — это когда вы не идете против всех. Это не тяжелый путь. Тяжелый путь — остаться самим собой. Это еще в «Пиратах Карибского моря» была эта фраза. Помните, Джек Воробей, когда с отцом своим разговаривал?
Пересмотрите, кому интересно. Вы можете пойти таким путем, я свой считаю, путь непростым. Я никогда на службе, несмотря на то, что я был в системе, кто понимает, тот понимает, я не смеялся над шутками, которые мне не были смешны. Я никогда не всучивал своих товарищей для того, чтобы стать кем-то. Понимаешь? Я никогда не был с теми, с кем выгодно находиться. Просто для того, чтобы получить там звездочку или еще что-то. Блять, мне было очень тяжело. Меня так дрочили, как мне говорили, не с теми людьми общаешься, не с теми смеешься, не с теми улыбаешься. Но я ушел с чистой совестью и с высоко, блядь, поднятой головой. Я ушел офицером. Таким же, как был мой отец. И я к чему это все веду? Я вам говорю к тому, что вы можете быть кем угодно. Блядь, я не знаю, от крайности в крайность, но будьте личностями. Будьте вот этим вот, понимаете? Блядь, сейчас объясню. Сейчас. Окей, на пальцах. В классе есть 30 человек. В классе. Обычный школьный класс. Из них 10 мальчиков, 10 девочек, 20 мальчиков. Васеньке, Петеньке и Феденьке нравится рэп. А Алешеньке не нравится рэп. Но Алешенька, чтоб не стать отщепенцем, он такой думает: да, блядь, хуй со мной тогда водиться не буду. Дай-ка я пойду вместе с ними. И он уже перестает быть самим собой. Раз прогнулся, 2 прогнулся, 10 прогнулся. И ты перестал быть самим собой. А есть еще один мальчик, который такой, знаешь, да и хуй с ними. Как говорится, идут 2 рэпера. Один в кепке, второй тоже пизды получит. Вот. И к чему я это веду? Вот этот мальчонка, который один, он никогда один не бывает. Рядом с ним такой же мальчик к нему или девочка подойдет и скажет: слушай, так и мне тоже это нравится. А давай вместе двигаться, давай. Потом подойдет еще. И как вариант, это будет такая же компания. Я, ребят, если что, не хочу никого обидеть. Я вам показываю просто пример. Это будет такая же компания, которая пошла более сложным путем, но остались самими собой, со своими интересами. И потом к ним прибежит этот Алешка, который скажет: мальчики, да я ж тоже рок люблю, ёпта. И ему скажут: ну ладно, давай к нам. Видите? Здесь, я говорю, здесь можно очень долго размышлять. Я не хочу вам просто башку засирать, просто хочу: оставайтесь самими собой. Будет сложно, будет, блять, порой очень сложно, но оставайтесь самими собой. Это очень круто. У тебя может быть крашеная башка, у тебя может быть свои там, я не знаю, ты любишь то, что не любят другие, но ты понимаешь, ты личность. Но не кичись этим. Многие кичатся, начинают позерством заниматься. Не кичись этим. Кто-то, знаешь, говорит: ну ты вот такой ходишь, вот ты панк-рок слушаешь, ты вот такой вот, знаешь, весь, блядь, бунтарь. Да нет. А зачем мне красить башку, ставить ирокез, ходить в цепях для того, чтобы, допустим, быть там тем же самым там панком, да, или еще кем-то? Нет. Я могу это показать в душе. Я могу это показать своей жизнью, своими поступками. Я могу сказать: я хочу туда пойти. А 1000 человек вокруг меня скажут: ёпта, спаси, сохрани, ну его нахер, мы бы тогда никогда не пошли, понимаешь? Вот в чем заключается сущность и личность. Понимаешь? Тема для размышления вам на ночь. Это просто мои мысли. Если что, это просто мои мысли, не более того. Не воспринимайте всерьез это. Просто мои мысли.
Но ваша жизнь не должна мешать жизни других людей. Не забывайте про это. Будь ты синим, красным, голубым, зеленым, розовым, каким хочешь будь, но не мешай другим жить. Понимаешь? Это очень важно. У каждого должна быть своя жизнь, как я считаю. Ладно, я, блядь, тут наговорил вам загрузил вас к херам. Вас и так везде грузят. И близкие, и на работах, и еще где-то. Ну, ладно, может кто-нибудь правильно меня поймет. По-моему, это странно. Это вообще для меня, ну, чтобы я на стриме о таких вещах разговаривал, это вообще нонсенс. Ладно, можете меня считать придурком. Короче, но это было интересно. Я просто порассуждал немного. Ой, меня даже надавило. Ладно. Спасибо вам, то, что вы меня смотрите. Как бы это ни звучало однотипно и пафосно, да, в наше время все там блогеры в ноги своей аудитории кланятся, за спиной там непонятно что делают. Бля, реально спасибо. Потому что, вы понимаете, вы даете такой заряд. Я живу этим. Я живу тем, что я делаю. Я настолько обожаю то, чем я занимаюсь, что я этому отдаю просто все свое свободное время. Я обожаю заниматься тем, что я делаю. Если я не на стриме, это не значит, что я не работаю. Я дома нахожусь, вот я ухожу в 3 часа. Вот сегодня я был целый день дома. Но по чесноку я целыми днями, вот кто знает, кто вот рядом со мной находится, люди, они знают, что я постоянно что-то думаю, какие-то новые вещи придумываю. И спасибо вам, то, что вы это поддерживаете и не поддерживаете. Кстати, вот, например, как с шаманами, да, вот вам не зашел ролик, я увидел, ну, не зашел, ну, ладно, бывает, я руки не опустил. А с заброшками это было очень круто. Это, блять, это вы понимаете, это настолько интересно и настолько безгранично, насколько это возможно. Так что спасибо. Не знаю, что еще вам сказать. Просто спасибо и все. За то, что вы даете мне возможность хорошо жить, кушать, я не знаю, одеваться, обуваться. Семья у меня вся в достатке, матушка, и я занимаюсь любимым делом. Вот это просто охуенно. Это, вы не представляете, насколько это круто уходить в 4, в 5 утра, там, прописывать какие-то теги или там заниматься каналом, уходить и смотреть на вот эти вот ебальники грустные, хмурые, которые идут, блядь, на нелюбимую работу, общаться с нелюбимыми им людьми, а ты выходишь и знаешь то, что да плевать, кто что о тебе думает, что там, я не знаю, ты там сидишь в игрушки играешь, мне вообще плевать на чужое мнение, но я занимаюсь реально любимым делом. Я занимаюсь то, чем мне, блядь, настолько нравится, насколько это вообще возможно. И я повторюсь, все мы, ребят, не идеальны, и все допускают ошибки, я их допускаю, и все, но просто оставайтесь самим собой, оставайтесь людьми, это очень круто. Это просто делайте что-нибудь крутое в своей жизни. А как вы это сделаете, это уже ваше дело. Спасибо, что за меня так топите там в комментариях везде. Я, блядь, я пока жив, я не остановлюсь. Я вам честное слово говорю, вот сколько мне отдано, дай бог, что мне здоровье позволяло, я буду бесконечно что-то новое делать, максимально для того, чтобы вы просто где-то улыбнулись, где-то испугались, где-то вечер провели, где-то просто отвлеклись от своей геморроя, от дела, от всего остального. И это очень круто. Ленг, всем спасибо. Спасибо, ребят. Хочу «Тихое место» посмотреть. Давайте посмотрим с вами вместе «Тихое место». Вы не против? Ладно, все, вы, блядь, поговори, тут начинаете. Все, отстаньте. Начинают мне тут. Ладно. Все, я пошел. Все, целоваться не будем, плакать не будем, платочком махать не будем. Спасибо всем. В эту субботу, ребят, напомню, уже заговариваюсь, ждите Stay Alone, 4 серию, 4 выпуск. Буду рад всех видеть на стриме в 22 часа.
Кто даже не будет там или нет возможности посмотреть, кто отдыхать будет, просто зайдите, палец вверх влупите. Очень помогает, ребят, развитию канала. И самое главное — это подписка на канал, колокольчик прожмите и просто комментарий внизу в описании и палец вверх или вниз, там неважно. Я буду вам очень благодарен. Деньги, донаты. У меня, ребят, есть реклама, мне всего хватает. Спасибо, вы меня и так поддерживаете, как только можете. Ну и там на игровой канал подписывайтесь. Там тоже круто, и вечерами можно нехило позалипать в какую-нибудь игрушку. Сейчас как раз с вами Days Gone проходим. Вот. Так что как-то так. Ладно. Давно мы так не сидели с вами. Мне прям приятно было посидеть. Все, давайте. Ну, вас